Так, ребят, кто на стриме уже подключился, проверьте, пожалуйста, есть ли звук. Сейчас я проверю, трансляция идет, не идет. Так, на Рутубе идет. На Ютубе. На Ютубе тоже идет. Да, отлично. Отлично, какое-то время занимает это все. Уже вопросы полетели, это очень хорошо. Давайте начнем, наверное, начнем с меня, а потом переключимся к МСу. Давайте я раздам экран МС вам. Вот, вроде бы все сейчас правильно транслируется. У вас есть экран МС? Вроде бы есть, да? МС с нами тоже на связи здесь. Всем привет. И еще раз, вы на канале IndexRate, если первый раз здесь. Поставьте трансляции лайки, поддержите ее в комментариях, тоже потом по результату. Но мы с вами давайте начнем. Так, что в первую очередь хотел бы рассказать? Ну, давно просили уже нас тут соединиться. А, Вроде получилось. Ну, рынок у нас пережил несколько достаточно важных событий, и, на мой взгляд, эти события важны только для того, чтобы этот рынок начать, наверное, понимать с точки зрения того, как он действует. На мой взгляд, абсолютно управляемо, и это было очень-очень видно. Но при этом сохраняются фундаментальные принципы, которые, ну, наверное, стоит учитывать, по крайней мере, на нашем рынке биткоина. Я не случайно открыл данные сейчас по ETF для того, чтобы показать, что у нас вообще в целом происходило. Исходя из этих данных, если внимательно посмотреть, мы видим, что у нас, в принципе, был достаточно большой отток капитала из биржевых фондов, которые сейчас являются там ключевыми, можно сказать, с точки зрения прироста ликвидности на наш рынок. И лишь только в апреле у нас был с вами туда приток. Значит, с тех самых пор, в принципе, пока еще данных у меня нет, рынок продолжает уходить из ETF. Но при этом, самое что интересное, по данным CoinGlass, у нас открытый интерес к фьючерсам на биткоин увеличивается. Ну, по крайней мере, увеличивался, да? Я сейчас где-то картинку эту находил. Вот она. Шел приток в открытый интерес по фьючам. Также еще один немаловажный момент, что ставка финансирования по биткоину была положительной, при том, что общее настроение на рынках ухудшалось. Тоже где-то была картинка, вот она. И еще одна картинка, которая говорит о том, что у нас в целом сокращались позиции в колл-опционах, и инвесторы в большей степени рассматривали для себя путы. То есть, по сути, что происходит? В момент вот этих самых тарифных войн, которые выступали как триггером, да, к тому, чтобы у нас происходили какие-то негативные события, происходил отток, очень сильное движение по S&P, сейчас график его тоже посмотрим. И, кстати, спросим у МС по поводу того, что он думает по фондовому рынку, по основному индексу. Сейчас у меня открыто вы видите данные, которые получили мы сегодня по инфляционным ожиданиям. Да, у нас все в красной зоне. И я хотел обратить внимание на то, что у нас сейчас рынок немножко ведет себя, ну, достаточно интересно с точки зрения того, чтобы проявлять осторожность. В чем это связано? Это связано с тем, что у нас есть расхождение потоков капитала. То есть, с одной стороны, у нас есть активность на фьючерсном рынке, которая создает там определенный интерес, да. С другой стороны, у нас долгосрочные бычьи ожидания происходят на рынке с точки зрения того, как ведут себя долгосрочные держатели, краткосрочные в том числе. Краткосрочные держатели у нас тоже в последнее время накапливали. А, Сейчас я, наверное, быстро здесь смогу показать. Ну или ладно, потом к этому перейдем. Давайте сейчас сразу к графику. Сейчас смысл заключается вообще посыла в том, что рынок находится в определенной
уверенности в том, что в ближайшее время нас все-таки ждет послабление и разгон, причем накапливается не на десятилетия, а накапливается на ближайшее время. В то же время рынок все еще ожидает такого резкой такой энтропии, связанной с новостным фоном, именно с геополитическим новостным фоном, в связи с тем, что еще договоренностей определенных нет. Ну, то есть фактически Дональд Трамп сейчас просто качал весь глобальный мировой рынок в две стороны. Сначала сумасшедшие процентные ставки по тарифам, потом отсрочка там их на какой-то период времени. Рынок то в одну сторону летел, то в другую. Я прямо сейчас сразу открою S&P и покажу, что для S&P в целом вот такие вот движения на дневном графике, но это очень серьезно. То есть вот такие вот такая свеча буквально там в течение одного дня, это не частый случай для фондового рынка. Это говорит о том, что это контролируемая история, и я не удивлюсь, что если потом, через много-много лет, может быть, мы узнаем, может нет, но там достаточно очень малого движения для того, чтобы на опционах сделать просто сумасшедшие иксы, скажем так. Это что касается S&P-шки, а что касается в целом того, что происходит на биткоине, я продолжаю отслеживать очень интересную историю, которую, кстати, мне показал товарищ, который торгует на фондовом рынке. Я ее показывал на дневном таймфрейме. Это очень похожая структура, исходя из шаблона баров, да, вот на всем, наверное, протяжении можно поставить вот отсюда и вот до дна. Сейчас покажу, что я к нему еще пририсовал. И мы начали его отслеживать такого числа, 24 даже, да? Да, у меня здесь стоит. Не, мне кажется, позже. Сейчас проверю. Секундочку. Наверное, нет. С этого числа, да, я даже ошибся. С 24-го. Я думал, попозже это было где-то. Вот с тех пор отслеживаем, как ведет себя актив. По-моему, мне кажется, у нас даже был стрим по этому поводу. Вот с этого момента отслеживаем. И посмотрите, как себя, похоже, в проекции ведет сейчас рынок. Это не вопрос к фундаментальным, вот мы сейчас перед тем, как начать с МСом это обсуждали, это не вопрос к фундаментальным основам торговли, это не вопрос к теории Доу или там трем движениям по Вайкофа и так далее. Это вопрос просто к тому, что рынок иногда вот в основной своей хаотичной структуре показывает некоторые закономерности, которые могут происходить. Причем рынок я уже не могу назвать сугубо человеческим, согласно тем же фундаментальным теориям. Скорее, он уже в некоторой степени алгоритмический, да, это ни для кого не секрет. И поэтому мне кажется, что если посмотреть на недельки и предположить, что вероятность развития событий происходит именно так, то получится очень интересная картина. Вот две этих вершины. Теперь давайте я дальше просто сейчас покажу, что здесь наброшено. Во-первых, ключевые поддержки, чтобы было понятно. Зона Fair Price, чтобы ее не потерять. Здесь синим отмечено начало бычьей ликвидности, которая подсвечивает индикатор Smart Money. Дальше обозначенные линии тренда и лучи, направляющие по тренду. И еще есть несколько вот таких вот диапазонов дат и ключевой момент. Что я хотел здесь показать? В первую очередь я хотел показать, что после халвинга основное достижение all-time high происходит плюс 500 дней. Понятно, что это лишь только вероятность. Понятно, что сейчас рынок стал несколько иным. Ну, в первую очередь это связано как раз-таки с приходом институционального капитала сюда, глобальных рынков. Но при этом эти 500 дней all-time high, они сохранялись на протяжении предшествующих двух халвингов. Даже трех. Нет, двух. И третий халвинг, его пик и 500 дней приходится на последнюю декаду 2025 года. И здесь же, если предположить, что за последние дни, начиная там с 24 февраля по сегодняшний день, этот паттерн очень хорошо двигался именно в той парадигме, в которой есть, вот на недельке это более точно видно. Смотрите, точно отображает все свечи, которые были. Структурно рынок остановился и удерживается, посмотрите где он, в зоне справедливой цены. Это зона 70 плюс 79, 80, вот она основная зона, ключевая.
Чуть ниже я отрисовал зону 74-76. Это зона интереса, куда достигала цена. И сейчас эта зона является ключевой. Объясню почему. Здесь сосредоточена 365-дневная кривая цены. Я покажу ее сейчас на другом таймфрейме. Здесь же луч проходит очень четко по вот этим двум вершинам, по вот этим двум пикам, который показывает здесь поддержку. Это, можно сказать, локальная трендовая. Ну, своеобразная, но все равно она есть. И посмотрите дальше, как трендовые себя бы вели, если бы этот бы паттерн, ну не паттерн, это нельзя назвать паттерном, если бы эта модель и эта структура этого фрактала бы, например, свечного, отрабатывала бы сейчас вот так, как она есть. Вторая трендовая, посмотрите, где идет консолидация следующей цены. Точная отработка по зонам FIBA. Отработка в конце и завершение движения в зоне 60 тысяч. Начало вот этой вот большой ликвидности. И зона, о которой неоднократно многие говорят и говорили. Именно здесь заканчивается конец, потому что эта модель построена вот до низа ноября 2022 года, то есть до лоя. Здесь сформирована бычья ликвидность на этом лое. А следующая бычья ликвидность на недельном таймфрейме сформирована в сентябре 2024 года. После первого импульса большого было коррекционное движение весной и до конца лета 2024 года. Соответственно, здесь отработка происходит, здесь отработка происходит, здесь сопротивление и поддержки происходят в двух сторонах. И я также поставил разницу по предыдущим пикам. То есть здесь 6% перехая. Не факт, что это сейчас произойдет, естественно, не факт, что это может вообще в принципе паттерн продолжить отрабатывать такую модель. Но если произойдет, следующая цена 114. Многие говорят все-таки о том, что мы можем закончить либо рост сейчас при негативном сценарии, о нем сейчас тоже поговорим, либо двинемся выше уже в зону 150, 120, 150. Вот они две эти FIBA, построенные по расширению. Сейчас я покажу. У нас здесь есть еще коррекционная, да, вот она по расширению, где она Fibonacci. Вот отсюда. В этом же месте, откуда взят фрактал. То есть в этом же движении. Отсюда построена Fibonacci, и именно отсюда идет и оценка того, как будет происходить событие. Ну, локальный отрабатывает в меньшей степени, но все равно тоже мы его видим, он построен по росту. Здесь опять-таки завершается в нулевой отметке движение. И уходим вниз здесь на 786-ю Fibonacci. Теперь, что касается основных ключевых зон интереса. Да? Берем эту Fair Price, чтобы она не мешалась. И где у нас SM подгружается? Сейчас подгрузится. Зона справедливой цены. Ну вот я могу ее опять включить. Вот мы ее показали здесь, на 79, которая там была. Теперь посмотрите, где заканчивается движение. Потенциал завершения движения в зоне справедливой цены. Зона справедливой цены у нас находится 59,64. Здесь же 786 FIBA. И здесь у нас завершается это движение, если предположить, что есть вероятность того, что рынок спроецирует это движение и примерно плюс-минус его нам с вами повторит. Ключевые уровни, за которыми стоит в обязательном порядке следить. Glassnode, последний отчет, вышел только сегодня, они на него тоже обратили внимание, но это исходя из золотого сечения в том числе, сейчас его тоже посмотрим. Речь идет о том, что рынок в первую свою распродажу и ключевую зону, до которой мы должны дотянуться потенциально, отмечает 111 кривой средней скользящей цены, 93 тысячи долларов, отметка стоит там, 200-я, такая же кривая DMA, на отметке 87. И следующая основная зона, ключевая, которая сейчас у нас фактически была зоной поддержки, это зона 76. Ну, я бы сказал, это 78-74. Вот нам критически необходимо, чтобы эта зона была удержана, потому что если эту зону не удержать, то мы увидим дальнейший достаточно сильный импульс вниз. И здесь мы такие импульсы видели. Оранжевая кривая на этом чарте – это 350-дневная кривая цены. Провал этой отметки уводит нас в глубокую медвежку,
Мы видим ее и в 2011 году, мы видим ее здесь в период 2014 года, 14-15 мы видим. Это то, что происходило у нас в 17, ну в 18 вернее году, в 17 пик. С 18 по 19 год. Здесь уход вниз – это импульс коронадампа, энтропия, которая была не запланирована, но все равно это произошло. Хоть она была и не запланирована, но посмотрите, мы достигали красной отметки и только после этого ушли вниз. Правда, перед этим все-таки отскакивали от нее, давая еще импульс. То же самое происходило в 2021 году. Чуть приближу. Ушли, удержали, после этого был отскок до зоны аккумуляции, зеленая кривая, после чего провалились и ушли достаточно вниз, сильно на медвежий этап. Прорыв ее, соответственно, говорит о том, что мы переходим в бычью стадию. Сейчас очень опасный момент. Мы уже достигали красной отметки. Это двойное золотое сечение. От него проваливались вниз, возвращались к зоне аккумуляции и сейчас, по идее, по всей логике, должны уходить полноценно, если говорить по тому, что происходит, в полноценный медвежий рынок. У нас есть потенциал отскока, то есть такой вариант развития событий у нас был уже один раз, сейчас пытаюсь его найти, когда был отскок, но он был без перехая. То есть перехай, не достигая двухкратного золотого сечения, у нас был только в ноябре, ну, весной и осенью 2021 года, когда был первый хай 64 тысячи и второй all-time high 69 тысяч. У нас такой отскок происходил вот здесь, в период коронадампа, очень хорошо отскочили. То есть свалились вниз, попытались пощупать зеленую, нет, и отскочили. Но здесь прикол в том, что мы уже отскочили вниз и уже пощупали зеленую. Поэтому риск сохраняется достаточно большой, поэтому трейдеры все равно закладывают, сейчас в краткосроке, в среднесроке закладывают путы, поэтому уменьшается нагрузка на кол опционы, увеличивается на путы, ликвидность перетекает туда. Именно поэтому, потому что риски все еще достаточно сильные. Ну и здесь эта картина тоже видна, вот на этом последнем чарте, который говорит нам о том, что такой риск сохраняется, и поэтому трейдеры сейчас находятся в некой неопределенности. Это ключевой момент, потому что если мы проваливаем сейчас, и этот паттерн не отрабатывает, это, ну, как бы просто я его показал, потому что мне очень интересно за ним наблюдать. Не так часто происходит что-то на графике, что вот с этого момента прям свеча за свечой идет отработка. Собственно говоря, я откупался, я в чате писал, что 76, 74, 76 это зона хорошая для покупок. Да, в целом это зона добора позиций со стороны крупных игроков, они там и добирали их сейчас. И я стал не исключением, хотя не являюсь там крупным игроком, естественно, но или, к сожалению, пока еще, но добирал именно здесь позицию, но на 82 я вышел сегодня утром, потому что вот здесь есть еще один момент закола. Вот видите его, он ближе к концу месяца, и такой вариант развития событий может быть. Если это все будет также отрабатывать, ну тогда мы продолжим с вами на этом канале за этой историей понаблюдать. Поэтому, если кому интересно, тоже можете попробовать это сделать на дневном или на недельном таймфрейме и посмотреть, насколько хаотичность рынка и закономерности в этом хаосе, согласно одной известной теории, могут происходить и происходят. Ну, по крайней мере, уже вот почти 2 месяца, да, получается, март и сейчас апрель. С какого там, с 24, ну, 1,5 месяца мы за этим смотрим. Вот, наверное, основные моменты, которые я хотел показать, но в целом локально на краткосроке тоже мы видели, что RSI уже был уставший и порос. Вот здесь это все находилось, и RSI, и стохастик находились в усталости, и MACD, все показывали о том, что локально должен быть какой-то отскок, он и, по сути, и произошел. Это было видно и на локальных часах. Кстати, вот откуп, когда происходил, мы находились вот здесь, и это было видно, что мы отсюда будем тоже, скорее всего, с большей долей вероятности отскакивать. Поэтому на коротких часах, пока сейчас мы видим fair price, зону справедливой цены, от нее можем откатиться. Это уровень сопротивления, здесь начинается ликвидность. Вот мы ее видим с 81,82 до 84. Я сегодня, сейчас я посмотрю, я запрашивал сегодня наши модели, чтобы посмотреть, что они тут рисовали. Сейчас дневку запрошу, посмотрим, что напишет. Может, что-то и напишет. Нет, не пишет, недельку. Может, на недельке напишет. Так, обзор. Может, что-то сейчас напишет. Если на недельке что-то напишет, я сейчас покажу.
Вот, поэтому предполагаю, что могут уйти вниз как минимум до 80, еще раз набираться, да, вот мы сейчас предполагал, что уйдет, поэтому утром закрылся, сейчас могут кольнуть еще раз в зону 74. Но если 74 не кольнут, то 77, верхнюю границу вот этой ликвидности мы можем увидеть, потому что, видите, находится уже в перегретости стохастик, развернулся RSI, классические индикаторы. MACD все еще говорит о том, что будем расти, медленнее отрабатывает, но вот эти отрабатывают гораздо быстрее. Ну и плюс, где я хотел это посмотреть, на 6 часах. Ну и плюс и здесь я вижу, что и это difference momentum, он тоже завернулся вниз. Я все еще все обещал показать тактику двойной свечи сегодня, но не будем задерживать МС. Потом обязательно покажу, как она работает. Надеюсь, что успею. Вот. И я хотел посмотреть еще. Стоп, мой где? Где он? Куда делся? Вот он. Вот здесь на дневном таймфрейме и недельке хотел посмотреть, что показывает код B. Здесь уже достаточно далеко, на дневном таймфрейме мы в медвежьем денежном потоке. И вот если смотреть на них в целом, да, вот если так посмотреть, это опять-таки не панацея, просто наблюдение. Вот. Ну, где-то в середине, да, примерно. Поэтому отскоки еще могут быть, но теоретически есть потенциал, что мы все-таки уйдем потихонечку. Сейчас начнем уходить, попытаемся, по крайней мере, уйти все-таки в денежный поток в бычий. Но при всем при этом это произойдет ненадолго, по одной простой причине, что на недельном таймфрейме Moneyflow как раз таки показывает обратную динамику и остывает. То есть здесь все происходит с точностью да наоборот. Поэтому локально небольшую вершинку подрисовать, дать этому импульс мы можем, потому что внизу большая часть кривых находится. То есть сейчас отработает медвежья динамика, импульс может произойти, но в целом неделька же двигается медленней, соответственно, индикаторы рисуют предшествующий период, а не будущее. И они будут отрисовываться медленней, но в целом глобально можно сказать, что на глобальных часах мы намекаем на то, что уже где-то не за горами тот момент, когда мы будем уходить в глубокий такой длительный медвежий рынок. И здесь у нас, смотрите, на месячном таймфрейме моментум остывает, двигается вниз, зеленый, поэтому мы, собственно говоря, еще топчемся на месте. Но уже даже с импульсом видно, что нам волнами, может быть, еще вот так, но уходить вниз все-таки придется. И уходить в медведь, я думаю, что к 26 году, либо к концу этого года он будет полноценным. С большей степенью вероятностью предполагаю, что развитие событий будет, как и говорил ранее, попытаемся кольнуть зону 120, может 115, 118, может быть вообще от 125 до 140, как планировали. Потенциал развития такой есть. Но уже до следующего халвинга мы видим, если в обратную сторону поставить такие же отметки, такой же период, то мы с вами увидим, что где-то уже здесь мы скоро уйдем в достаточно долгий медвежий рынок, и 26 год по логике должен быть медвежий. Плюс все вот эти действия, которые сейчас происходят в геополитическом плане, даже если какие-то потепления и будут, то на макроэкономику пока никаких лекарств еще не найдено, но S&P, что бы с ним ни происходило сейчас в моменте, даже при восстановлении, в глобальном масштабе находится в большой перегретости. И думаю, поостывать ему какой-то период времени нужно. И даже если он не будет сильно остывать и будет двигаться в какой-то параллели, то именно на крипторынке, я думаю, что инвесторы будут меньше склонны к риску. И при каких-то потенциально колебаниях на глобальных рынках меньше будут склонны к риску и в большей степени будут ориентироваться на фонды или облигации и никак не связанные с высокорисковыми активами. Поэтому 26 год, я предполагаю, медвежий, и основной откуп бы начал бы рассматривать именно там. При условии, что не произойдет именно история, о которой я сказал, и сейчас в действительности вот это вот, где она? Вот эта вот история не будет происходить, а мы в действительности прорвем сейчас 74-76, но и отправимся в зону 65. Прорыв их с меньшей степенью вероятностью удержимся на 68-69, хотя там есть ликвидность. С большей степенью начнется паническая история, и нас отправят вниз сразу же отсюда, вот в эту зону
где можно будет теоретически начать откупаться уже сейчас. Да, это будет первичная история. Обычно мы знаем, что на медвежьих рынках всегда второе, а то и третье дно в подарок, но на первом уже можно откупаться, потому что, как правило, оно достаточно сильное. Но мы уже 30% снижены. Уже сейчас, даже в зоне 76 на долгосрок по простейшим моделям усреднения было очень вкусной зоны для откупа. Именно позиционный откуп, я имею в виду, не трейды. Наверное, все. МС, если вы тут, давайте я сейчас вас включу. Вы тут или не тут? Да, я тут. Ура, я чуть не Всем нажал. привет. Подожди, я тут салют нажал, что вы тут. Сейчас включу. Да, салют, точно. Салют, что вы тут. Подожди, зум-конференция. Плывут пароходы, Вот, салют МСу. вот, сейчас вас должно быть Летят слышно. самолеты, тоже салют МСу. Салют МС, да. Сейчас я отключу и дам через Zoom график, чтобы было видно. Вот Кому? так. Чего? Вот так. Пока оставьте все как есть. Ничего не Вот, надо дергать. я... Стоп. Я сейчас показываю наш с вами Zoom-конференцию. Но просто в ней не выдаю сейчас график. Сейчас, секунду. Вот так я сделаю. Во. Ничего не дергаю. Все. Смотрите. Вот, выдал график. Все. У меня в этом, как его называют, в зуме график наш общий, а на этом... Тоже общий уже должен быть. Я Да. закладочку там перенес, да. И я сейчас сделал так, что вот звук не должен теряться при закладках, по идее. Тогда смотрите, я внимательно слушаю и всегда немного расстраиваюсь, когда люди пытаются желаемое выдавать за действительное. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я Нет, нет, просто, нет, вы что? Это нежелаемое, даже не действительное. Это да, наблюдение. Я не... только Это вы не только наблюдение. выключайте мой Мое желание микрофон. 60. Мое желание А, 60. Оно было, есть и будет. мое Да, желание есть пожалуйста. в районе 3000 рублей. Не, ну там не было. Не было. Смотрите, да, давайте вернемся изначально. Вы можете открыть S&P 500 18 год? М, Могу. Чего ж не открыть-то? Ради вас. Открывайте. Ради вас могу. Ну а что нет, открывайте. Так, чего надо? Дневка, неделька. Чего? 18 недельки. 18 неделька. Ну, да, вот она, начало Да. его импульса. Сейчас я могу Где поставлю. он? 18, это 19. Вот у Можете нас. скопировать, вот скопировать, видите, вот откуда вы берете, вот, Вот вот, январь вот, 18. О, вот отсюда можете скопировать вот все вот эти три горба. все в длину прям, все, Да, пожалуйста. прям вот это вот все. Давайте. Не в длину, а вот прям три. Не, назад вернитесь, три. Вы посчитать можете? Раз, два, Отсюда три. Вот отсюда и влево. Откуда начинался 18 год. влево. Да, берите. Ну, подождите. Не так быстро. Да, отсюда берите, копируйте и переносите на то, что у нас есть сейчас. Так что ли, куда? Нет, зачем? Вот Трамп когда у нас к власти пришел? Ну, Ну официально вот на пик, официально в ставьте на январе пик, его поставили к власти. Вот ставьте на так? пик, вот я на январь, на пик, ставьте на январь. Начало где у вас? С левой стороны. Ну что ж, ага, вот, Стоп. ладно, лучше я Еще, сделаю, да. еще раз. На пик что Если хочешь ставить? хорошо, сделай Начало? сам. Вот сюда? Давайте я сделаю, давайте сам. Давайте, потому что я не понимаю, куда что надо поставить. Действительно, давайте я сделаю. Давайте. Сейчас я только экран уберу, пожалуйста. У вас есть... Экран мой видно? Сейчас грузится. О, теперь видно. Ну вот отлично, давайте берем S&P 500, Угу. недельку, 18 год. У нас в 18 году к власти пришел Трамп и начал точно такую же, один к одному политику. Вот смотрим все, что происходило до 2019 года. Скопируем шаблон весь. Вот так вот. Вот так берем, ставим шаблон.
Я считаю, что все, что он делает, он повторяет просто предыдущие разы. Все движения по процентным по падению, все прочее соответствует то, что было в 2018 году. Вот этот Трамп, который сейчас все это делает, он нам выровняет этот рынок вот именно таким образом. К чему это приведет? Сейчас он ввел процентные ставки. Рынок начал падать. Первое, что сделал рынок, он начинает реагировать на все его действия. Любой позитив на рынке, вот чуть-чуть сдвину, чтобы вы видели. Видите, вот это маленькое движение, вот небольшое. Вот это Мгм. маленькое небольшое движение. Дальше рынок опять падает. Сейчас, когда ставки отменят и со ставками игра временно закончится или отложится, или еще что-то, рынок начнет набирать позитив. Вот этот позитив, это и будет тот самый позитив, который мы ждем на биткоине. Вот этот вот последний. И дальше будет еще раз очередной обвал. Почему позитив вот этот все ждут, и я жду в том числе на отскоке на биткоине? Вот этот М. позитив должен сложиться только по той причине, что сейчас, ввиду того, что все вот эти игры со ставками окажет давление на весь рынок Америки. Как бы он ни старался говорить, что Америка сильна, вот эти ставки он не выдержит. Заставит Пауэлла или удалит он этого Пауэлла, кого-то нового поставит. И либо что-то сделают со ставкой, либо ее снизят, эту ставку, либо денежно-кредитную политику будут по-другому проводить. Но он заставит это сделать. И результатом этого всего будет все то же самое, что и происходило ранее уже на истории. Например, 87 год, 83 год, 78 год и так далее. Это все идет та же самая игра. Игра также будет и продолжаться с играми, с Трампом, все то же самое. Здесь падение, просто рынок отреагировал больше, чем в прошлый раз. А на самом деле, вот я думаю, что отсюда позитивчик и возьмется. Теперь перейдем на биткоин. Где он у нас? Сейчас, секунду. Ага, уберу-ка я в сторонку. Вот сейчас, если наложить тот же самый график, как мы смотрели, то, скорее всего, где у меня тут рисовалка? Причем рисовалка, возможно, желтого цвета специально. Вот она, кисть. Какой она там у нас? Я думаю, что мы все-таки дорисуем что-то здесь и пойдем наверх. Вместе с S&P 500. И уже тогда будет полноценный обвал. Мгм. Но для того, чтобы мы сюда сходили, как глубоко мы вот сюда дойдем, я не знаю. Я правда не желтый, я обещал желтый. Что же я делаю-то? Обещал желтый, я рисую непонятно чем. Вот сюда мы должны сходить, потому что все-таки мы продолжаем. Так, он у меня продолжает рисовать. Все то, что у нас есть на распределении Вайкофа, мы будем повторять. Сейчас, как я и говорил, мы пришли вот к этой свечке, вот она здесь. Мы не должны уже дальше никуда двигаться. У нас дальше должен быть, ну, продолжение падения небольшое, вот оно. И дальше мы должны здесь сконсолидироваться вот примерно на этих уровнях. То, что у нас есть по паттерну Вайкофа. И только после этого мы отскочим вверх. И уже дальше будет полноценное падение. Но насколько сюда мы вверх отскочим, я не знаю. Я не уверен, что мы будем рисовать хай, ну, еще один. Я думаю, что у нас здесь будет просто отскок дохлой кошки. И если это все затянется ближе к концу 2025 года, вот именно этого года, то мы уже полноценно должны уйти в медвежку, начиная с декабря месяца. Я думаю, что это будет примерно так. Но вот в этом всем падении есть очень большой позитив. В чем этот позитив складывается? На биткоин сейчас очень сильное оказывается давление. Хэшрейт на сегодняшний день бьет рекорды. Он, ну, опять он на хаях, хэшрейт. При этом цена падает. Что такое хэшрейт? Это затраты майнеров на производство блоков. Это количество блоков производимых. Затраты растут, а цена падает. В какой-то момент времени, а всегда падение цены заканчивают майнеры. Почему? Они начинают продавать. Как только будут продавать майнеры, следим за этим на рынке, увидим, что майнеры продают, и только после этого можно говорить, что у нас будет сейчас полноценный отскок. Но при этом, соблюдая, если это движение продолжится вниз, и будут продавать на, не знаю, panic sale или просто какие-то движения будут сильно волатильные, а движение вниз еще должно продолжиться. Сейчас, по крайней мере, в краткосроке.
Краткосрок это 1, 2, 3 месяца. Это не значит, что мы завтра должны уже упасть и тут же отскочить во вторник. Нет, краткосрок это вот ближайшие 1, 3 месяца. Падение продолжится. И вот тогда, когда будет падать биткоин, его уже сейчас крупные компании продают. Все, что находится сверху, это распределение. Это распределение. И кто бы что ни говорил, что вот мы сейчас все отскочим, это мы сейчас полетим там на шортистах. Летите, Христа ради, пожалуйста. Кто-то говорит, мы там, пружина сжалась. Если сжатыми пружинами ракету загрузить, не полетит ракета никуда. Слишком сильно много нажралось. Поэтому разгрузка должна произойти. Эта разгрузка будет происходить средствами майнеров. И давление на рынок продажи, опять же, будут последние итоговые майнерские, не чьи-то. И только после этого произойдет некий отскок. Но при этом, если будет падать биткоин, будут продавать средние руки, будут продавать те, которые вот сейчас набрали и думают, что мы полетим сейчас куда-то. Когда они поймут, что мы находимся в засаде, так называемый в замок нас закроют, вот тогда они начнут продавать. Биткоин начнут продавать, деньги пойдут в альту, и тогда альта отскочит. И это может произойти от 1 до 3 месяцев, мы уже увидим реальные отскоки, хорошие. Не просто там какие-то прыжки на 10, 15, 20% или даже на 100, а реальные большие хорошие отскоки будут. Вот все, что я вижу по этому рынку. По Ну, поводу, по вы сказали, поводу желаемое за действительно, я немножко не понял, у нас очень похожая картинка, просто единственное не перехайнее. совсем, не Хм. совсем. Я вот вам Тогда все-таки верну. отделите еще раз, мне Да, просто давайте мух от объясните, котлет. Да, да. давайте отделим мух от котлет. На рынке сейчас вот это курв параболик паттерн. И ничто иное, и никакие других здесь паттернов нету. Нету. Вот он. Это курв параболик паттерн. Я в прошлый раз говорил, здесь в этом моменте пропала связь. Я показываю его. Вот он, курв Мгм. параболик паттерн. Он заканчивается плоской вершиной и падением. Что мы здесь видим? Плоская вершина, даблтоп и падение. Здесь паттерн, вот здесь, он уже заканчивается. И что с ним дальше будет происходить, никто не знает. Но он заканчивается всегда на последней четвертой вот этой базе. Он должен здесь, на этой четвертой базе закончить. Где мы здесь закончим, я не знаю. Но если он Вот, должен вот, закончить на четвертой базе, тогда его надо правее подвинуть, исходя из картинки. Ну, ну, то есть, куда-нибудь мы его подвинем. Вот куда-то вот сюда мы должны упасть. Именно вот куда-то сюда, начиная вот от этой свечки, тени свечи, мгм. и заканчивая вот этим А пиком. середина какой вот этой зоны накопления? Средняя цена какая? От 50 до 73. 60 средняя, правильно? Ну, примерно. Да, вот М. средняя 60. Вот сюда Ну, куда-то мы должны упасть. соглашусь, Никак, соглашусь, только что об не этом как-то говорю. по-другому. Так заканчивается именно Core Parabolic Pattern. Так заканчиваются все движения, которые были также по Доу. Я их уже показывал. Еще раз покажу. Все движения по Доу, чтобы все знали. Чтобы, я знаю, что многие хотят обольщаться, никто не хочет слышать плохое или там неинтересное, но я еще раз говорю, пожалуйста, слушайте внимательно. Есть движение 3 по Доу сформированных. Все. Дальше у нас, если мы берем просто по Доу, дальше у нас должна сформироваться АБЦ коррекция, и дальше уже что-то здесь будут нам рисовать. Вот это здесь будет происходить. Мы сюда должны прийти. Вот этот вот отскок, если он сейчас и произойдет, это опять же цена 92, мы с вами об этом говорим уже пятый стрим подряд, что возможен Мгм. отскок до Без 92. перехая, то есть Это 92, да, основная без ликвидность. переха и Мгм. все. Вот здесь оно должно закончиться где-то в районе 92. Это стандартная БЦ-коррекция, потому что здесь на 92 складывается очень много, ну, скажем так, много чего здесь есть. Не будем Мгм. сейчас все это сюда вытаскивать, неинтересно. Я уберу дальше. Теперь по поводу еще одного желаемого за действительное. Сейчас, секунду. Есть тот самый называемый, который вы говорите, три пика дом с куполами, который я знаю паттерн наизусть, и многие люди, кто за мной следит, начиная с 21 года, они тоже его, этот паттерн знают. Сейчас я попробую его показать, как он складывался. Вот эти те самые три пика. Вот они, эти самые три пика. Вот они. Но смотрите, чтобы просто вы понимали, паттерн
был изменен. Я это тоже уже говорил. Я приводил примеры, каким образом было изменение, где это изменение происходило, как в таком случае двигался рынок, где находился первый этаж, где находились те самые купола дурацкие, вот они были сдвинуты. Я это тоже все показывал. Но самое главное движение, вот где последняя свечка останавливалась, 10-я нога, после нее должен был быть и происходить постоянный рост. Здесь у нас происходило падение. Я тоже это показывал. Здесь, опять же, я это покажу, чтобы люди просто примерно понимали, что здесь происходило. Очень крупные люди всегда вкладываются в паттерны. Очень многие люди вкладываются в рынок, они вкладываются деньгами. Эти паттерны рисуются не просто так. Если мы видим, что у нас была наклонная часть всего паттерна, то и все соответствующие его движения тоже были наклонены. Все были наклонены. И только если график просто повернуть, я здесь не могу это сделать, посмотрите стрим 21-22 года, где я рассказывал, как они наклонились, где была ликвидность, как она собиралась, как строился паттерн, есть это все в интернете, и причем их десяток, по-моему, если рассказывать. Вот как этот был паттерн сделал. Поэтому вот если его сейчас перетащить именно вот сюда, вот просто сюда перетащить, мы увидим, что его здесь просто нет. Я же не двигал ничего, я просто подвинул график. Его здесь нет. Давайте я подвину как-нибудь поудобнее. Его здесь нет. Здесь у нас очень четко сформирован дабл топ. Он именно так и формируется. Очень четко сформированный дабл топ. Вот он. Все. Здесь мы скачем. Линия шеи сформированная. Постоянное тестирование линии шеи и уход вниз. Кстати, вот это постоянное тестирование говорит о том, что рынок слаб. И, скорее всего, этот паттерн надо рассматривать именно как обыкновенный дабл-топ в рамках распределения по Вайкофу. Вот только так, и не как-то иначе. А, Можно выдать желаемое за действительное, что мы хотим, чтобы он был похож, чтобы вот здесь был следующий отскок еще на 500. Я тоже так хочу, чтобы на 500 ушел, я продал, забыл об этом на некоторое время, на год, на два, на три, лежал под пальмой где-нибудь на острове, в одиночестве желательно. Вот, и такого нет. Потому что не так этот паттерн построен. Если как только я увижу, что мы повторяем, что сейчас мы пойдем на 500, я сразу первый же закричу, что мы идем на 500. Пока этого нету. Нету. Никто не спорит, И что оно нету. есть. И у нас этот Но, паттерн не м, соответствует. Нету трех вершин здесь. Две есть. возможно, Дабл-топ я же есть. не Вот он, паттерн два показывал. дабл-топ есть. Я показывал не паттерн. А, Я показывал Схожести нет. схожесть фрактала, а не паттерн. Нету. Разные вещи. Абсолютно. Вы смотрите, исходя из Фрактал. паттерна. Это разные вещи. Хорошо. Давайте тогда посмотрим. Поэтому мы немножко о разных вещах говорим. Но Хорошо. я так понимаю, что очень схоже с точки зрения того, что у нас не закончено импульсное движение последнее бычье здесь, локальное, да, которое может быть. Вопрос только в перехае. Будет ли перехай или нет, и до какого уровня нас спустят для того, чтобы оттолкнуться. И в целом, в остальном, схожесть и в точке контакта 60. Да, это средняя граница той ликвидности, которую вы Да, показывали по параболе. это В этой части у нас середина, есть да. схожесть. У Да. нас здесь Ну, мы нету просто трех по-разному ее вершин. смотрим, разными методами. Абсолютно. Каким методом? Да, Видите, у разными нас здесь методами. у нас здесь нету этого, понимаете? Три вершины, вот эти считаются. Вот эти три вершины. Здесь нет третьей вершины. Никак. Если смотреть эти три вершины, они не соответствуют, потому что у нас есть средний переход, а у нас не хватает вот большого движения. Ну, никак. Бедная сова. Мы ее натянули на глобус, она пищит, потому что она еще не выросла до глобуса, Окей. а у нас еще и глобус квадратный. Вот мы ее пытаемся туда втискивать. Не-не-не, ничего не пытаемся втиснуть, просто провожу некий эксперимент. Объясню даже почему мне хочется его провести. Потому что оценка рынка сейчас у меня лично глобально уже давным-давно я его не воспринимаю как толпу, которую нужно понимать психологию, чтобы понять, куда двигается рынок. Немножко, на мой взгляд, тенденции рынка изменились. Это все равно, что, имея современный автомобиль, пытаться на Ишаке с тележкой ехать из Москвы в Санкт-Петербург. И говорить, что это экологично, круто, и это до сих пор работает. Но вот я смотрю на рынок таким образом. Вот. Сегодня он немножко выглядит по-другому. Он не выглядит
человеческим исключительно фактором, хотя человеческий фактор выступает некой энтропией на этом рынке, управляемой в моменте. А в целом это некая алгоритмика присутствует. Поэтому я и смотрю, как эта алгоритмика работает. И с точки зрения того, что если воспринимать рынок как некий хаос вероятностных событий, то нахождение такого паттерна в моменте мне стало интересно с экспериментальной точки зрения. Я стал за ним наблюдать на дневном таймфрейме. Из того, что я вижу сейчас, наблюдая за ним, очень похоже. Произойдет, не произойдет. Будем смотреть, почему не произошло. Пропадает, Что пропадает пропадает? звук даже у меня. Пропадает звук? Стоп. Звук, вы говорите, да, и Интересно. дергается изображение. Интернет. Кто-то у вас Интернет. торренты качает Интернет. с У меня OnlyFans. торренты не качают. Это может быть только по одной причине. Сейчас, ребят, отрублю, переключу VPN. Может быть, что-то с интернетом. И сейчас пропадает. У меня, в принципе, все летает. Не понимаю, что пропадает. Куда летит? Ну вот я смотрю даже... Сейчас, секундочку. У меня все переключается, я все вижу. Качество соединения пишет отличное. Все, ну если отлично, тогда давайте продолжать. Да, не знаю, может быть, это с интернетом связано. Теперь, Да, и поэтому теперь хочу понаблюдать. давайте Да, я вернусь теперь это к широкому рынку. По поводу давайте. фондового рынка вы просили сказать мое мнение, я тоже скажу по фондовому рынку. А, То, что сегодня делает Трамп, он это делает, обратите внимание, с какой-то обидой на Китай, что Китай не хочет подчиняться. А я сегодня читал аналитику китайскую, и у меня по ответам, то, что они там дают на их же тоже там крупных финансистов, государственных в основном деятелей спрашивают, как вы будете реагировать. А мне сложилось мнение, что Китай готов, и мало того, у Китая есть план. И я думаю, что договариваться побежит не Китай, а побежит договариваться именно Трамп. И это его угробит. И я думаю, что это как раз сейчас все сложилось именно не в пользу Трампа и не в пользу американского какого-то положительного движения. Хотя на самом деле-то все, что делает Трамп, он делает же правильно. Он же хочет, чтобы там в Америке деньги оставались. Он хочет, чтобы была равноправная торговля. Но войну тарифов-то начали еще до Трампа, и не первый раз он это делает. Он начинал это делать еще в 2018 году. Я помню, когда рынок начал колбасить, он начал то же самое вводить. Первое он из Бразилии начинал, потом начинал он Венесуэлу колбасить, потом тот же самый Канаду, но там по-другому реагировали. Европейские страны начинало колбасить, это все из-за него было. Но сейчас он нарвался немножко на более крупного игрока, на Китай. А у Китая есть другие вещи. Китай сейчас что имеет? У них есть лицензионные договора. И он просто, как я читаю аналитику, они хотят запретить Америке использовать лицензионные договора. Это первое. Второе, они могут совершенно спокойно начать сбрасывать, а они вторые держатели на сегодняшний день трежери с американских. И что тогда с Мгм. рынком американским будет? Но вот тут как раз и есть ловушка. Будет дешеветь доллар, очень сильно будет дешеветь. Но при этом цена доллара останется та же, а все валюты по отношению к доллару будут дешеветь еще сильнее. И мы увидим падение всех котировок, всех валют в мире. И это уже подтверждают другие аналитики, в том числе вот китайские, вот они сегодня давали оценки по планированию. Япония то же самое заявила, что у них нет денег на интервенции, на спасение, а потом иены, когда будет дешеветь доллар, если Китай действительно будет скидывать трейджерис. Ситуация очень серьезная. Это не просто игры какие-то. И если мы надеемся, что сейчас на 90 дней отложат тарифы и все будет хорошо, я думаю, что как раз вот и будет вот то же самое повторение, как было в 2018 году, что вроде бы оно все хорошо, где-то там Трамп надавит, где-то там прогнется Пауэлл, но закончится все печально. Это будет увеличение, естественное увеличение инфляции и давления дикого, но при этом доллар будет падать как по цене доллара, а вот все остальные валюты будут падать к цене доллара самого. И это будет еще печальней. Ну, очень похоже. Зад- Очень Заденет похоже. всех. Доллар дешевым он старается сделать всячески. С Китаем Конечно, ему, он не да, конкурентный уже сейчас с даже. Китаем наскоком у него не получится. То, что у них есть план, вы абсолютно правы, у них всегда есть план. Китай достаточно мудр, понимает
все издержки противовеса. Насчет побежит, не побежит, не знаю, но договариваться начнут. И как вариант могут начать это делать, как неудивительно, через Россию. Потому что напрямую у них М, пока не получается. Не Я получается. Китай тоже достаточно самолюбив, а не думаю. У Трампа есть Я одна не болезнь. думаю. Обратите Вот внимание, как... китайцы. Нет, вы обратите внимание, как Трамп себя вел все последнее время и в первую свою политику. Как он себя вообще ведет и какой у него ключевой момент, какая у него заточка. Вот все говорят, что сейчас Трамп, типа, все будет хорошо, Трамп сейчас за то, чтобы многополярный мир был там и так далее, и так далее. Люди даже примерно не понимают, что он главный идеолог однополярного мира. Это человек, который абсолютно болеет нарциссизмом изначально, вообще в принципе, это его логика поведения. Ну, я не доктор, я не могу Да, но судить по поводу нарциссизма его. у него есть ключевой момент. Он, обратите внимание, как он вот говорит даже с людьми. Он вот даже про кого-то говорит, это мой друг. Он мог с ним один раз пить чай. Вот друг его, с кем он гольф играет 50 лет, это может быть его друг. Но вот он просто показывает на человека, он говорит, это мой друг, мы с ним очень хорошие друзья, он очень хороший человек. И пока ему этот человек, он друг, он очень хороший человек. Если кто-то плохой человек, он будет вот как он бьет по всей команде обидевших его ребят, так и будет про них говорить и бить. У него вот внутреннее его самолюбие, оно для него имеет ключевое значение. А Китай, он в целом никогда ни перед кем не прогибался и прогибаться не будет. У него это произошло за всю историю один раз, когда японцы к ним приплыли по речкам до середины материка, их захватили. На этом все закончилось. И для Японии сейчас закончилось и для всех остальных. Вот. Китай прогибаться не будет точно. Китай найдет баланс, Китай договороспособен. А Трампу нужно сейчас просто показать своему электорату, что их период бед закончен. Каким-то образом вернуть производство и создать рабочие места. Он для этого все старается сейчас сделать. Только для себя и только для этого. Сколько надо времени, чтобы перевести завод Ему в не Америку? хватит этих 4 Не лет. хватит. Именно Но они же поэтому... вроде ловушку там нашли, что можно Они, и ну, это очень разработать. сложно. Можно, но очень сложно. Это несколько, там есть одна за другой поправка. Там 12-я поправка, еще какая-то поправка. Одна за одной, которые ловят их в юридическую ловушку. Где уже пытались это сделать раньше. Не получалось. Это не очень хорошая история. Есть другая история, более лучшая. Это успеть за это время не столько устраивать и развязывать, попытаться исправить то, что было наломано, хотя бы частично, и заложить фундамент для следующего игрока, опять-таки от республиканцев, не дать подняться противоборствующей партии и заложить на следующие 8 лет определенную стратегию. Но ему 4 года не хватит. Ну, не хватит просто, и все. А Конституцию переписать он не может. Следующий будет демократ. И тогда начнет все ломать в обратную сторону. Если придет демократ, опять у них сейчас даже стратегии никакой нет. Ну, не стратегия была простая. Но у демократов сейчас нет лидера. Им надо найти его. Да нет, это не лидер. Вы сами ответили на свой вопрос. Придурочно. Слушайте, диагноз. Говорите не доктор. Только что диагноз поставил. Ну, шиську-то я могу на улице определить. Так вот я знаю, что дама-то еще-то. Ну, это не лидеры. У них разборы шатания, там нет ключевого лидера. Но они должны найти. У них сейчас задача найти, да. И ловить его на ошибках. Вот. Но сейчас у него сумасшедшая поддержка, и ему надо ее сохранить с точки зрения того, что он понаобещал. Понаобещал он многого. Кстати, про криптофонд пока забыл. Да, пока не говорит, потому что есть более нас... Ну, или говорит, я, может, что-то прозевал. Вот вы прозевали. Я тоже опять говорит? об этом сказал. Да. Говорит? Нет, он говорит совершенно другое. Он говорит про криптовалюту, но он ее говорит со стороны правильной. И я это уже подчеркивал много раз. Не нужен Америке биткоин. Уже не нужен. Резерв же был нужен. Теперь не нужен? Нет, вы послушайте меня-то, давайте я договорю, а вы будете потом комментировать. Я спрашиваю, я не комментирую. Не нужен Америке биткоин совершенно. Для чего нам нужен биткоин? Чтобы на нем заработать деньги, потому что он будет расти, потому что в него можно какую-то ценность вложить. А ради чего? Итог. Вот у всего должен быть итог. Итог доллара. Америке не нужны доллары, она их печатает. А вот контролировать оплаты в долларах, как и крипторынок в виде стейблкоинов, это очень интересный пирожок. Потому что они могут, если они скажут, сейчас примут закон, что они могут работать, сама Америка, только вот с такими определенными стейблкоинами, остальные стейблкоины просто будут не нужны, они на биржах не будут нужны. Они не смогут оплачивать институционалам деньги, они не могут производить оплаты за какие-то товары и какие-то благи, потому что их просто выведут. Вот как в Европе Тезер, ругнулись на него, нету Тезера. А Тезер пообещал, что они сделают что-то для Европы. Европа сказала, нам не надо, зачем?
Нам вообще ничего этого не надо. Так и здесь. Контролировать стейблкоины это намного интереснее. Стратегия совершенно другая. И правильно у них стратегия. Я рассказывал в прошлый раз про фонд содействия развитию бизнеса, международный такой фонд есть. Они давали оценку криптовалютам, и они сказали, что сохранение ценности в биткоине, да, это интересно, но не более. Как платежное средство биткоин не интересен, он тяжелый, он неудобный ни в каком виде. Интересна оплата стейблкоинами, как и производится сейчас весь теневой рынок, оплата стейблкоинами производится, не биткоинами. Если вот кто-то думает, что платит биткоинами, это не так. Это не так. Они показывали данные, я читал, вы можете их найти в интернете. Они оплату производят не более 3,5% биткоином, все остальное стейблы. И другие виды расчетов вплоть до бартера. Так что здесь игра будет совершенно другого плана. Кричать ему, Трампу со своего Белого дома, кукареку о том, что биткоин нужен, но при этом ничего для этого не делать, он ничего для этого не делает. Ну, посмотрите, откройте глаза. Если вы думаете, что он что-то сделал, ну, посмотрите. Когда они объявили, что у нас есть 195 тысяч биткоинов, и вот дурак был этот, что продал, ну, правильно они сказали, дурак он был, что продал этот дед самоходный. А закончится чем? Они новые не будут покупать. Почему? Потому что они найдут лазейку, как они пополнят баланс. Каким образом можно пополнить? Изъять, конфисковать. Это намного интереснее. Полицейское государство, что оно должно делать? Платить деньги за биткоин? Чушь какая. Тут на самом деле уже в продолжение к этому уже началась история, только немножко не так. Сейчас Тезер ждет окончательного решения, связанного с законопроектом, при котором они сделают свой стейблкоин специально для институциональных инвесторов США. В У них чем больше всего тезера? В чего? каком блокчейне? В Трон. каком блокчейне больше в Я думаю, троне? что Трон. А вот дождитесь сейчас, в ближайшее время скандал будет с этим сделают, как его называют, с Джастином Сан. Асаном? Ну, может быть. Да, она уже начался. Посмотрите, что сделал Binance. Он заменил везде на Binance Pay уже теперь не USDT, как было, а USDC, как они и обещали. Но Мгновенно, это за один день. по-другому сделано. Это потому, что Они это сделали, это Circle они, продвигает историю, что нет, должны быть нет, эмитенты в США под нет, контролем. вы же слышали, как уронил Джастин Сан своими словами у этого, как он называется, у Сизи всю работу, когда упала привязка с Binance Smart Chain. Вы же смотрели, вот он, 2 недели назад это было. И тут же все сменил. И это уже личная обида будет против Джастина Сана со стороны Сизи. Об этом я еще говорил 3 года назад, что там дальше будет война между ними. А война будет, потому что два китайца не могут сидеть на двух одинаковых стульях. Ну, китайцы так устроены. Может быть, но смысл сейчас в том, что Circle зарегистрирована в США, а Tether в Сальвадоре. Именно поэтому там прошли вот эти вот самые истории. Но все равно разговоры со стороны Tether ведутся о том, чтобы сделать специальный стейблкоин для институционалов США. Действительно, да, их выкинули из Европы. Circle оставили, причем она разрешение получила, да. MICA, значит, эти нет. Но они в то же время еще в 2024 году, по-моему, в конце года объявили о том, что они будут делать стейблы специально под Европу, которые будут соответствовать этому стандарту европейскому. Но пока еще, по-моему, такой информации нет. Еще не добились этого. Не знаю, Конечно, не останется ли, добились, их не да, их, пускают. скорее всего, могут и не пустить, могут пустить, не знаю, не могу это комментировать. То, что контролировать стейбл лучше, чем сам биткоин, это понятно. Собственно, Тезер это сделал в свое время. Я думаю, что И при не этом без помощи американцы, американских спецслужб это было сделано в таком объеме. и, и я думаю, что сейчас именно за счет того, что USDT всю свою, скажем так, ликвидность залочил в американские трежерис, очень хорошо со стороны Америки напасть на Тезер. Напасть в каком плане? Сказать, что у них что-то не сходится, что они в чем-то виноваты, сделать обвинения. Любые против них гонения сделать таким образом, чтобы Тезер загнулся, а у них осталось оплаченное вот этот вот трежерия, который они не смогут потом вернуть. Просто легче конфисковать. Ну, как один из Тоже не вариантов, удивлюсь. может быть, Тоже не очень удивлюсь. грязно будет. Вопрос будет в том, согласятся ли они все-таки выйти из-под юрисдикции Сальвадора. Об этом сейчас их пытаются попросить.
Если хотите быть как бы с нами, то будьте с нами до конца и приходите к нам. Нечего сидеть в Сальвадоре. Все-таки в этом а, основатели из биржи выходцы там и так далее. Приходите сюда, в Америку. Вот. В чате пишут: Гоша, ну не спорьте, послушайте, услышьте. Я всегда всех слушаю, но у меня есть свое мнение. Я не спорю, я его лишь высказываю. И мнение всегда мое, я действую только исключительно по нему. Больше я ни по чему мнению не действую. Вот Трамп тоже так же говорит, я действую только по разумению для Америки. Конечно, он действует, всегда так действует. Он в бизнесе так действует и также действует на уровне своем, на котором он сейчас есть. Он и в бизнесе также действовал. Он действовал исключительно для себя и для бизнеса. Даже когда его банкротили. Не однажды, когда он прогорел и в казино там вложился, и куда он только не вложился, попал в серьезный кризис. Попродавал все активы, еле-еле вылез, но вылез. Вот. Пора на завод, но кому на завод, обязательно идите. Мне не пора. Я там уже был на заводе, так что мне туда не надо. Интересно, что мы увидим. Давайте по чату посмотрим. Что-то там ребята вначале спрашивали, очень такое интересное. МС, расскажите, пожалуйста, про ребаланс фондов. Еще раз. МС, расскажите, пожалуйста, про ребаланс фондов. Каких фондов? Какой ребаланс? Неважно, я понял, о чем вопрос. Я не совсем понял. Может быть. Угу. Я обещал на одном из стримов рассказать, почему крупные фонды в тот момент, когда они одной рукой покупают, а другой рукой продают. Как происходит ребаланс кошельков фондов, крупных игроков. Я вот нарисую несколько вот таких больших, я не знаю, параллограммчиков. Вот это все деньги фонда. Допустим, в фонде вот столько вот денег, к примеру, будет в активах, которые привязаны к реальному сектору. Заводы, дома, пароходы, фабрики. Все, что имеет реальную ценность, что можно пощупать. Вот даже вот столько. Вот так будет правильно. И даже цвет сделаю другой. Как бы еще цвет сделал другой-то. Куда Ага, вот. Прошу прощения. Вот пускай это будет синее. Вот это вот все, это реальные деньги. И нереальные деньги, это вот столечко. Мы привыкли, что это у нас оранжевый цвет. Вот оранжевый цвет возьму. Это у нас биткоин в портфеле любого фонда. Вот столько. Весь фонд поделен на... вот я теперь вот так буду рисовать, будет даже удобнее. Весь фонд поделен на определенные части ликвидности самого фонда. Вот так он поделен. К примеру, это я утрирую, но это факт. Большая часть денег, которые не двигаются в фонде, это являются стабилизационными деньгами фонда, основным активом фонда. Если вы смотрели фильм «Биг Шорт», вы помните название. Любой актив состоит из высоколиквидных бумаг, активов, которые имеют AAA формат. То есть они просто очень максимально хорошие. Вот эти вот активы, это те активы, на которые они привлекают в фонд других участников. Они показывают, что вот эта часть может расти, эта часть может развиваться, эта часть инвестируется куда-то, за счет этого она пополняется. К примеру, эта часть составляет 70%, вот эта часть составляет, к примеру, 10%, вот эта вот часть составляет, к примеру, 5%, а все остальное, вот это вот все, сколько там у нас, ну, это вот разделено на 3 части. Вот эта часть, где находится биткоин, при цене биткоина, как только он начинает расти, он растет в цене. Например, купили они его по 30 тысяч, а сейчас он 100. То есть его актив вырос в 3 раза. И кусочком залез вот на вторую вот эту часть. Вот эту часть фонд ликвидирует для того, чтобы сделать правильный ребаланс кошелька. Вот эту часть они всегда продают. Для того, чтобы сохранить баланс всего портфеля.
Они не могут его нарушать. Потому что если один актив будет занимать больше, то в таком случае он переходит из просто высокорискового, он переходит в супер высокорисковый актив для любого портфеля, любого инвестора. Поэтому то же самое и здесь. Если, например, в этих 10% он начинает набирать, к примеру, 20% еще сверху, они их тут же продают, они и за счет этого пополняют вот эту часть и приводят весь баланс кошелька к ребалансировке. Это вопрос-ответ мне задавали, зачем фонды продают и как происходит ребалансировка кошельков. Вот просто знайте, что любой актив, который нарушает баланс всего кошелька, будет немедленно закрыт, ликвидирован для того, чтобы привести в полный пиетет весь вот этот портфель. Вот так работают фонды. Поэтому любой фонд, если вы слышите, что, например, Grayscale покупает или Grayscale продает, это значит о том, что они приводят свой кошелек в баланс. Если прошлые разы, в прошлом сезоне, начиная с 2021 года, было очень мало скринеров кошельков больших, очень мало было инструментов, которыми можно отслеживать крупных игроков, кроме как просто сесть и начинать лазить по интернету и смотреть все крупные адреса, где что-то там находится, то на сегодняшний день таких скринеров, ботов очень много, которые показывают, как крупному игроку набрать позицию или как крупному игроку продать. Продать он может на OTC, вы их деньги эти не увидите. А это деньги от покупателя к продавцу, они проходят мимо касс, грубо говоря. Но при этом проходит продажа. Крупные игроки, такие как фонды, в том числе и Grayscale, и крупные там игроки BlackRock, они имеют договора с крупными майнерами, чтобы майнеры им продавали. Поэтому вы не видите крупных продаж. Но при этом они должны управлять ценой на рынке, а иначе будет опять же тот же самый разбалансировка рыночной цены, а она приведет к скачкам ставок. Например, если ставка между фьючерсными торгами будет выше, чем ставка будет на споте, то, естественно, вот эта разница, это приведет к тому, что всех будут заставлять шортить. Ну, как работает вообще весь фьючерсный рынок. Так и в обратную сторону это работает. То есть, если наоборот на фьючерсном рынке цена ниже, а на споте выше, это неправильно. Для этого крупные игроки деньги заводят на бирже. Но как завести? Например, если вы берете, вот, например, биткоин стоил 10 тысяч, и вы хотите купить один биткоин, вы заведете всего лишь 10 тысяч долларов, и это рынок не напугает. Если биткоин стоит 10 тысяч долларов, а вам нужно купить 10 тысяч биткоинов, 1 триллион долларов или там 1 миллиард долларов, это страшно. Это рынок напугает. Но когда на рынке цена уже достигла 100 тысяч, завести большие деньги на рынок, просто завести, это очень сложно. Или завести на рынок биткоины для того, чтобы продать, это тоже очень сложно. Что они делают? Они дробят. Сейчас идет во все. Вот если вы зайдете в любой скринер, например, Wall там, где киты проводят оплаты, вы увидите, что все деньги разбиваются по 200, 300, там, по 500 битков. Ну, как кто торопится. Кто-то торопится, 1000 заводит, кто-то сильно торопится или не участвует в институциональных торговлях, заводит 5000, 3000. Но крупные игроки набивают свой портфель, который вы не видите, потому что они находятся в закрытой книге ордеров. Они просто накапливают себе на кошелек, но они каждую минуту делают заводы. Если вы посмотрите, каждую минуту 200-300 битков заводятся на биржу сейчас. И это идет, начиная с сентября прошлого года. Вот представьте себе, каждый день заводят эту сумму. Где эта сумма сейчас? В продажах. Если вы посмотрите по продаже, то сумма, если сложить заведенные битки и сумма, которая была продана по 100 тысяч, а заведена, к примеру, по 50, она примерно одинаковая по количеству битков. Поэтому сверху у нас находится распределение. Кто бы что ни говорил, сейчас у нас идет распределение. Вот все ответы на все вопросы сразу отдал. Ну, здесь спрашивали, я тоже немножко поправлю, если кто-то даже не знает, сталкивался с этим в свое время.
Ребалансировка в целом, она не только у фондов, она у долгосрочных инвесторов присутствует, да, все, кто занимается позиционным таким инвестированием пассивным. Этот метод называется Asset Allocation, вы можете о нем посмотреть. Речь идет о том, чтобы создать портфель, который будет максимально устойчив к риску, при этом соответствовать вашим ожиданиям к прибыли, и при этом будет достаточно диверсифицирован для того, чтобы в целом сбалансировать соотношение риска к прибыли. Фонды примерно плюс-минус то же самое и делают. Я сейчас постараюсь показать. У меня даже где-то это было, сейчас оно, наверное, поломано. Сейчас, секундочку. Я покажу это, не закрывая ваше окно. Поверх попробую. Нет, наверное, так не получится. Сейчас через Zoom тогда сделаем. У меня это было сделано. Где здесь весь стол можно показать? Делиться. Сейчас. Вот мой экран. У меня здесь это давным-давно еще на фондовом рынке. Да, в чем смысл, да, для инвестора пассивного, который торгует на фонде? Сейчас, в принципе, сюда же добавился и биткоин, его в то время, когда это было сделано, не было. Речь идет о том, что вы должны диверсифицироваться. Если мы на крипторынке диверсифицируемся по бирже, некоторые диверсифицируются за счет того, что собирают портфели в альтах биткоином, либо там стейблами, то здесь все вместе. Здесь акции, облигации, рынки, соответственно, развитые развивающиеся страны, берем, например, Россию, Китай, США, Европа, берем облигации, акции, берем металлы, золото, как я сказал, уже битка еще не было, берем разные валюты, берем, соответственно, разные отрасля. Туда же включены фонды, туда же включены отдельные акции роста или акции дивидендные. И в целом, исходя из исторических данных, которые были по этим активам, потому что, ну, не секрет ни для кого, что спрогнозировать рынок достаточно сложно, мы говорим лишь об 1% вероятности, что вам это удастся сделать, я всегда об этом говорил, то в целом здесь получается более такая консервативная стратегия, которая позволяет вам излишек или выделенную часть ваших средств в виде капитала, который вы хотите инвестировать, распределить таким образом, что ваша задача обгонять как минимум инфляцию, как максимум классические индексы. Если мы говорим о российском индексе диверсификации на рынке, то это РТС, если говорим о мировом рынке, то это S&P. Вот фонды примерно, вот МС сейчас то же самое рассказал, они балансируют, исходя из ключевых фундаментальных активов, например, там AAA, да, там голубых фишек, так называемых, защитных, они даже их тоже могут диверсифицировать по акциям роста и по акциям дивидендных компаний и создают такой фундамент из 70% своих активов, который двигается очень долго. И если какой-то актив, вот здесь специально эта табличка была создана для ребаланса, то есть если происходит что-то, где у тебя происходит отклонение, и ты просто подставляешь значение, что акции твои стоили там столько-то, а теперь они стоят столько-то, то у тебя происходит ребаланс, и ты видишь, что ребалансировка произошла в портфеле, риск прибыль сдвинулся. То есть, например, акции роста у тебя стали в большей степени доминировать, чем дивидендные акции. Тебе надо сделать ребаланс. Значит, часть акций роста ты фиксируешь на этом прибыли, дополняя их, балансируя их с дивидендными акциями. Также происходит и в соотношении в целом, например, 70% у тебя акций США, 30 Европы. Европа не выросла сильно, а США сильно выросла, ты фиксируешься, создавая тот же самый баланс. Вот, что я хотел показать. Так, давай я это отключу. Так, МС, ну к чату или что-то было еще что-то добавить? Или к чату, да? Сейчас посмотрим. Что-то еще спрашивали интересные ребята. Где купить на OTC? Многие биржи предоставляют DEX свои проекты, на большинстве DEX проектов. Вот вам OTC. Угу. Вот вопрос Ислам спрашивает. Что вы думаете о корреляции биткоина с золотом и денежной массой М2? И есть ли запоздание? Как вы думаете, биткоин догонит их? Расскажите, пожалуйста, что думаете о процентной ставке, когда и при каких условиях вниз? Я уже ответил на эти вопросы все, кроме золота. Кроме золота и корреляции с М2, про денежный поток и массу, кстати, за последнее время там 2 миллиарда, по-моему, напечатали, да, вот эти последние дни в Ничего не Тезере. напечатали, сокращают. В Тезере, В да. Тезере, Но да, как не напечатали. мы говорим про доллар. Если Доллар нет, доллар, наоборот, изымают. планомерно ФРС каждую неделю сокращает большими темпами. Угу. Огромное количество денежной массы все равно ФРС сократит. Что бы сейчас там Трамп не танцевал и не пел, что надо немедленно это сделать. Одно дело, когда это говорит Трамп, а другое дело, когда дело касается бухгалтерии. По бухгалтерии слишком много налички, ее нужно изъять.
Очень много денег, которые находятся у предприятий. Кто меня смотрит, стримы, начиная с 2021 года, где-то в 2022 году, середине, я говорил, суммы, которые скопились на крупных предприятиях наличных, машинами оттуда вывозят эти деньги и переводят в электронные доллары. Их очень много денег этих. Эти деньги нужно теперь еще, помимо того, что они в наличке, да еще или утилизировать их нужно правильно, то есть изъять из оборота. Но из оборота вы не можете взять, положить их в банк, записать на счет и сказать: денег нет. Это не Южный парк, это не так работает. Утилизация денег — это перевод из денежно-финансовой системы в долговую систему и потом переход в государственные облигации. То есть тот же самый трежерис. За счет этого цена на трежерис, можно смотреть ее, она там каждые 3 месяца, каждый месяц можно увидеть, как принимают проценты по ставкам, сколько трежерис на сегодняшний день, сколько он будет завтра и так далее. Все это смотрится там, это немножко другая схема, которая к криптовалюте вообще никакого отношения не имеет. К криптовалюте будет иметь отношение только тогда, когда они изымут всю денежную массу, приведут бухгалтерию в порядок, и после этого начнут говорить: у нас денег достаточно для того, чтобы вносить деньги в рисковые активы. Первый рисковый актив будет недвижимость, но никак не биткоин. И вопрос был по процентной ставке. Действительно, он сейчас пытается прогнуть, но ФРС так просто не сдаст, потому что ФРС – это бухгалтерия. Совершенно верно сказано. Вот, нечего тут гадать. Есть у нас, соответственно, CME Group и FeedWatch, который дает прогнозы, собирая соответствующую статистику. Они говорят, два снижения ближайших будет в июне на 25 базисных пунктов и прогнозируют в июле еще на 25 базисных пунктов. Пока исходя из этого. Резко может это все поменяться. Даже, кстати, Я только нет, что ликвидировал фонд, да. ух ты, э, Удалился на графике. понятно. В общем, пока два снижения они закладывают. Вот на июль, да, на 25 и на июнь на 25. Вопрос. Позволит ли им та ситуация, которая происходит сейчас, это сделать? Пока что у них данные, которые вышли по инфляции, плохие. Иван Полунин спрашивает: недвижимость коммерческая, ее спасать будут? Спасать будут даже не саму недвижимость, а будут спасать договора, которые заключали государственные организации с коммерческими банками на обслуживание и строительство этой недвижимости. Кому давали, подписывали договора. Сегодня, кстати, данные выходили, сколько процентов дали разрешение на такое строительство. И вот когда крупные застройщики не смогут выполнять свои обязательства, вот их будут спасать и им давать деньги. Но это в Китае так уже было. Ну да, Эвангрант. Это когда РИИТ валится крупный, Эвергрант. да, крупный, скажем так, государствообразующий, и как и банки, их спасают обычно. Так, вопрос. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, для чего нужно изучать крипторынок? Для меня это больше похоже на спекуляцию, но все же хочется услышать тех, кто в этом верит, варится. Похоже ли это на рынок акций? Но если для вас это похоже на спекуляцию, то в целом трейдинг это и есть спекуляция, ну, если ее можно так назвать. И бизнес тоже есть спекуляция. Купил дешево, продал дорого. Это все спекуляция. Неважно, на каком это рынке происходит. У вас в интернет-магазине тоже спекуляция. Вы купили дешевле гаджет, продаете дороже. Неправильный подход к пониманию рынка. Тут вопрос в том, что для вас больше интересно. Менее технологичный рынок фондовый с точки зрения работы с ним или более технологичный рынок крипто и работы с ним. Вопрос же в заработке, а не в том, какой рынок вы используете. Для меня биткоин больше мне нравится, чем торговать Сбербанком. Сегодня другими акциями торговать, из России проблематично. Можно торговать на российском рынке, разве что, наверное, на фьючах или на опционах. Они более или менее еще как-то бегают, да, там есть хорошие спреды, можно поработать. А так крипторынок, идеальный в этой части. Понимаете, что вы думаете? Не нужно, Погода. не нужно изучать крипторынок. Для чего нужно изучать Опа. крипторынок? Давайте я скажу свое видение крипторынка всего.
Я не люблю криптовалюту вообще в принципе, кроме того, что на криптовалюте можно заработать. Если вы будете правильно относиться к криптовалюте как к большому, огромному, рисковому мероприятию, которое в первую же очередь отнимет у вас деньги, и вы будете его бояться, и вы будете правильно его бояться, и будете на нем не только торговать без головы, но и будете правильно инвестировать. А инвестирование это не значит, что вы сегодня вложили $100 и прямо завтра вам надо получить 200. Инвестирование это немножко другое. Но в криптовалюту инвестировать нельзя. Нельзя инвестировать, то есть говорят, я инвестирую в криптовалюту. Все, можно понять, что у человека не совсем все в порядке, здоровье, особенно психологическое. Потому что как можно вкладывать и инвестировать в то, что лично вы не контролируете, вы не директор, вы не являетесь, не получили от них договор, от этой компании, которая выпустила какую-то там монету. Вы ничего от них не имеете. Вот, например, была хорошая компания, которая называлась Heaven Protocol. Великолепная была. И бились они, и работали, и 3 команды двигали, и я следил за ними, я был уверен, что они вытянут. А закончилось все тем, что они всех подставили, обманули и бросили. Они распродали на сколько свои все деньги и вышли из него. Я точно так же, как и все попал, но я верил и инвестировал, как говорят. Но я не инвестировал, я знал, что это рисковый актив. Да, мне там денег очень много пропало, но это именно из-за того, что мы не являемся инвесторами по документам. Значит, это рынок Дикого Запада. Вот представьте себе Дикий Запад. Выходит Дикий Билл, бьет вам пистолетом по башке и забирает ваши деньги. Вот это крипторынок. Вот если вы будете к нему относиться именно так, что идет Дикий Билл, и что пора прятать деньги, тогда вы будете вовремя выходить из рынка и вовремя заходить. Я, по-моему, Но ответил. абсолютно точно, да, здесь вопрос немножко звучал по-другому, здесь не был вопрос именно к инвестиции или нет, про инвестиции согласен полностью. После последнего слитого депозита в 2021 году чувствую себя очень хорошо, не разбираясь в альтах в принципе вообще. Немного раз об этом Нет, говорил. я С точки зрения вот инвестиций. здесь Здесь я вы не со мной, да, соглашусь. здесь вы со мной будете не согласны, но я мое мнение сейчас выскажу в этой части именно потому, что сказали вы, потому что невозможно контролировать компанию, которая стоит за активом, который она предлагает. Ты не видишь ничего, ни отчетов, ни данных. От рынка акций это очень сильно отличается с точки зрения инвестиционного подхода. Вы там Конечно, нет можете, да, прозрачности. вы можете получить отчет как минимум, там очень сильная зарегулированность идет, если мы говорим о фондовом рынке. Вы видите P&L, EBITDA, PNE, вот кучу всяких их показателей, там я даже все и не перечислю, по которым вы можете дать оценку, есть ли перепроданность у актива, есть ли недооцененность актива, или наоборот он торгуется по справедливой стоимости, где у него закредитованность, откуда они берут дивиденды из кредитных денег или с прибыли, какая была прибыль, динамика прибыли, все. Здесь вы не видите ничего вообще. Кроме того, что вы видите 2, 3, 4 чуваков, которые являются амбассадорами конкретного проекта, делают его, показывают вам криптоэкономику, так называемую токен-экономику, которую они показывают в white paper, в белой книге, где вы можете почитать, что это такое, технико-экономические показатели, ТЭПы. Вы можете почитать и понять, интересен вам этот проект, действительно фундаментально интересный или нет. Все. Поэтому с точки зрения инвестиций для меня это была большая ошибка, в принципе, вообще рассматривать. Ну, лично для меня. И я этого не делаю с тех пор. И, честно говоря, сплю спокойно. Я не говорю, что этого не надо делать, у каждого как бы свой подход, но я говорю о себе, вот я не делаю этого. И хорошо для меня. Но с точки зрения спекуляций и трейдинга, я могу расценивать любую монету интересной для этих целей. Любую вообще абсолютно, в зависимости от того, насколько она является ликвидной с точки зрения вашего капитала. Одна монета, вы там $1000 можете ее двигать вверх-вниз, она будет у вас летать, а другую монету вы там и 100 тысячами не пошевелите. В зависимости от вашего депозита, да, можете. Иван Да, Полонин пишет, white paper, видите, white paper на заборе тоже написан, тоже, но его там нет. да, white paper. White paper нет. White paper, ну и что вы его видите, ну и дальше что? Ну что вы оцените стартап по white paper? Ну, я сейчас напишу вам, вот этому скажу, сейчас Гроку, напиши ко мне, пожалуйста, финансовую модель какого-нибудь проекта. Он мне ее распишет, я глубоко ее напишу, там будет все. Там будет NPV, там будет ROI, там будет самая современная финансовая модель, любой финансист закачается, начиная ее читать. Но это не значит, что это все будет работать, потому что я завтра свернусь, вот как Heaven Protocol, и ищи свищи. Или не свернусь, но почему-то меня что-то произойдет. Ну вот
ICP, да, ICP, да, интернет-компьютер. Он же был вообще безумно популярный, интересный проект с точки зрения их посыла. Ну и нету их. Теза, с которым в последнее время я торговал, по-моему, это, если я не ошибаюсь, это что-то связанное с Web3. История, глубоко в нее не погружался, Так, спекулировала. так, 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 так. Я им А вы торговал в знаете, что они 2021 говорят, году. Тезос? Я только знаю, что он был на всех везде, на всех машинах, везде, где угодно. Я перестал им торговать, поэтому ничего не знаю о нем, что происходит. Последний... На сегодняшний день Тезос является частью SWIFT европейских банков, в основном бенилюксовских. Это Франция, Бельгия, Дания, Голландия. Вот они между банков проводят операции, в том числе в Тезосе. Societe Generale проталкивал Супер, эту идею, они работают, да. супер, вот он. Да? Да, вот он, давай лучше здесь открою. Тезис. Мне нравилась в нем одна простая история. Он для меня, тут даже какая-то разбивка на нем есть. Что-то я с ним делал, не знаю что. Он для меня был интересен тем, что он был очень понятный в торговле. Он был, ну, очень понятный в торговле в какой-то момент времени. Смотрите, какие объемы вообще дикие. Да. Но все равно он в печальном состоянии. То есть 21 год, В печальном состоянии весь рынок. Не надо на весь него рынок. сейчас смотреть. Нет, я не Это поэтому неправильный говорю. Не, подход, не поэтому говорю. Я потому что он неправильный. провалил вот эту точку. Вот не все активы это сделали. Ну, не все. А некоторые сделали. Вот эту точку он провалил. С момента своего листинга в 2019 году. А я торговал им вот здесь, в 2021 году. Вот тут. Да, 40. Да, или сколько там? 4, 6. 6. Не 40, это на этом был, на другом. Вот здесь я торговал. У меня почему-то здесь даже это стоит. Направляющая какая-то. Не знаю. После того, как я перестал ими торговать, мне стало легче, честное слово. Ну, по крайней мере, не торговать, а инвестировать в них, то есть удерживать позицию на некоторый период. А с точки зрения локальной торговли, если вы в течение дня пытаетесь что-то там взять, собрать какой-то интерес, то любой актив будет принципиально интересен. Абсолютно любой. Главное, чтобы он ходил, чтобы у него была волатильность. Альта полетит по вашей логике в течение 1-3 месяцев, когда майнеры будут продавать биткоин на 60к. Почему? Они могут и ниже, могут быть и выше. Здесь есть принципиальная цена, что вот есть коридор, куда они должны дойти. Опять же, все зависит от того, в каком объеме они будут продавать. У них сейчас не очень хорошо идут дела, потому что та же самая Мара на сегодняшний день занимает, как они называются, залочили свои части акций в обмен на наличные деньги. Это вот информация была прошлой неделе. Это значит, не совсем там хорошо дела. Но это опять же связано с усложнением хешрейта, и ростом самого хешрейта, и при этом сама цена на биткоин дешевле. То есть для них затраты больше, они сейчас работают сверхзатрат. Допустимых, опять же, потому что мы не знаем, сколько у них сейчас затраты реальные. Прошлые, скажем, там 90, конец 22 года, начало 23 года, у них были очень серьезные выплаты, когда они деньги брали под перевозку из Китая в оборудование в Америку, когда перетаскивали. Вот они тогда отдавали денег очень много. Скорее всего, у них сейчас подходит, скажем так, трехлетний контракт на выплаты, они тоже будут продавать. Да, с 22 по 25 у них сейчас критические оплаты по долговым обязательствам. Надо смотреть По, каждого в отдельности. а по Конопэй уже отвечали к вам вопросам, ваше Я мнение его по отвечал на каждом вопросе, на в каждом каждом стриме, стриме, еще раз да? повторю, на каждом стриме еще раз повторюсь. Внимательно слушайте. Кон пытались сделать монету, которая раньше была в сети эфира. Потом они запартнерились с компанией Jet. Их один из самых крупных инвесторов, который китайский, который помогал делать через MetaMask все платежи. И эта карта должна была сделана быть для оплаты платежей. Они потом почему-то дернулись в туризм. Скорее всего, этот товарищ китайский сбежал. На сегодняшний день команда вся разрознена, неизвестно где находится. Проект не ведется. Это Konami Network? Это я правильно ее открыл или это не то? Конпей. Конпэй. Значит, что-то другое, другой какой-то актив открыл. Ну, экономи-то она же давно умерла.
Икон Но Pay. я не знаю, она у меня вот висит тут, видимо, кто-то ее спрашивал. Кон. Кто-то в каком-то там чате написал, все, что советует МС, все оно, короче, валится. А вы не Я не могу. покупайте. Это как раз и есть ответ на тот вопрос, насколько можно доверять этому рынку. Когда выходят данные по компании, что она начала вести проект, ушла из одного блокчейна, и в своем блокчейне начала делать монету, что у нее есть цели, которые она озвучила, крупные инвесторы, которые туда деньги завели, не просто так, у них действительно залоченная финансовая составляющая стала больше, то есть деньги реально им дали на разработку. Скорее всего, они этими деньгами покрыли свои предыдущие расходы и разбежались. Но это не значит, что я участвовал в создании этой монеты и шилил ее, потому что она 100 миллиардов там иксов даст. Я точно такой же, как сказать, глупый инвестор. Такой же глупый инвестор. Я тоже верю этим цифрам. Ну и что? Да, трындец она выглядит, конечно. Но при этом я каждый раз говорю, и это личный мой взгляд на криптовалюту. Не покупайте, если вы не знаете. На каждом стриме я это говорю, когда показываю какую-то монету. На сегодняшний день вот из таких монет, которые это обвалились и которые на сегодняшний день представляют высокий риск, но при этом они являются точно так же бинансовской, Binance Lab проектами. Это компания Lever и монета Lever, которая leverage. Мгм. Но я тоже на нее сейчас смотрю с опаской, хотя у нее были и, скажем так, и цели очень хорошие, но она работает, она пока работает. Слышал мнение, что в ближайшем будущем, Аллах-1 спрашивает, в ближайшем будущем биржи перестанут существовать или разрешат по жесткой биометрии. По вашему мнению, это актуально? Можно будет зарабатывать? А я слышал, будут анализы сдавать, а потом по анализам допускать до торгов. И если у тебя есть 2 мешка денег, причем деньги будут взвешивать на безмене. Неизвестно, что будет завтра. Давайте дождемся. Придумывать не будем. Ну, на мой взгляд, если рынок перестанет существовать в том виде, в котором он есть, перестанет существовать вся логика, в котором есть мы, с точки зрения существующей экономики. Так что насчет биржи, биометрии. Биометрия вполне возможно, а вот биржа это вряд ли, пока мне кажется. Скажут, USDT с резервами не бьется и будет как Луна. Ну, Будет. пока может быть такое, вполне вероятно. Пока бьется, пока показывают резервы. Ну, там, конечно, не все прозрачно, как хотелось бы. Поэтому они в США их пытаются перетащить, потому что там было бы прозрачнее, чем в Сальвадоре. Когда банк берет займ у государства, у государственного банка, точнее, они эти деньги отрабатывают. И они возвращают с процентами, которые вот как раз тот самый процент межбанковского кредитного участия. Криптовалюта не участвует в этом. Они занимают деньги друг у друга, друг другу возвращают. Но Тезер пошел другим путем. Они побоялись, что у них отнимут этот бизнес, и они поперлись в трежере. Я считаю, что это еще большая опасность. Трамп банкротился 7-8 раз. Не знаю про 7-8 раз, знаю про один раз. 7 раз или 8 точно. Может быть, знаю про один крупный самый, когда он казино купил. Вот это Но знаю это не его точно. деньги. Да-да-да, он набрал денег, он везде кучу всяких... Нет, он поначалу брал деньги папы, потом Да. это его. Он перед папой Ну, конечно, пытался, его. да, он пытался перед папой Сильно. себя показать, и у него это получилось. Ему очень сильно помог один адвокат во многих отношениях, вообще в формировании его. Кстати, про которого он потом забыл, скажем так, не знаю по какой причине, но это есть такой факт. Дональд Дак, так, что насчет психологии трейдинга? Ой, Это слушай, будет отдельный это стрим. такая большая история про психологию. Я Кстати, расскажу, мы это готовимся, вообще расскажу. очень. Я Подождите. сегодня просто вкратце один прикол расскажу. Сегодня слушаю, значит, Швагера «Магов рынка» и берет интервью у одного трейдера, там имя изменено, поскольку он не очень хотел, чтобы его афишировали, достаточно успешный парень. Вот, и он рассказывает, значит, как он в свое время слил свой первый депозит, причем в тот момент жил там в Таиланде, уже подзаработал денег, такой радостный, что у него много денег,
200 тысяч долларов было. Он их слил буквально там очень быстро. И его прикол был в том, что он все время ставил позицию, ну, например, вот он решил, что будет шорт, да, по каким-то там своим критериям определил, что будет шортовая позиция, что рынок достаточно перегрет, ставит шорт. И вот раз рынок не идет, что все, стопы снесло. Он думает, ну как так? Дождался чуть-чуть, рынок чуть скорректировался, опять ставит шорт. Он опять идет дальше. Он разворачивается, его опять сносит. Опять же, и вот таким именно методом он снес практически весь свой депозит. И через много лет как-то в одной компании, где он уже работал привлеченным трейдером еще параллельно, и управлял большим капиталом, он увидел одного из своих коллег, у которого даже больше был капитал, который делал ту же самую ошибку. И он предрастерег его в тот момент, говорит, ты сольешь депозит, типа. И в конечном итоге так и получилось. Человек обанкротился очень сильно, и депозит был слит. Я, говорит, больше такую ошибку не совершал. То есть, если тебе кажется, что шорт, и еще раз это делать второй раз не нужно. И он, кстати, использовал контртрендовую стратегию, и даже ему было сложно даже двигаться на рынке с точки зрения понимания своих коллег. Он всегда торговал контртренд, и очень успешно. И до сих пор это делает. Так, что насчет психологии? Рекомендую почитать книгу. Она выложена мной была в Obsidian. Кто смотрел стрим с дневником трейдера, я как подарок выложил туда книгу. Там есть книга, называется одна из книг, там много книг, целая библиотека. Программистам, если надо, могу добавить туда для программистов много литературы. Книга называется «Черепаший трейдинг». Вот рекомендую всем начинающим, кто считает себя, ну, уже не начинающим, но более-менее знающим, кто торгует внутри дня, кто хочет понять вообще саму психологию рынка. Почитайте «Черепаший трейдинг», он так и называется, книга. А в этом есть МС, в закрепленных чата, там же есть 3 ссылочки на ваши книги. Даже У если меня там... на самом деле в Obsidian закреплено Вообще не 8 есть. или 9, это уже ссылок на каждую отдельную библиотеку. Ну у нас 3 есть. Если что, есть в чате. Посмотрите, может, там есть, если не найдете Obsidian. Но по-моему, Obsidian есть. Да, 3 ссылки на диск МСом закреплены в чате. Заходите, смотрите стрим. На стриме там я рассказал, как подключить эти все книги как подарок. Я туда добавил. Обновление будет на следующей неделе. Я добавлю для программистов туда много литературы, кто ребята начинающие, учатся или еще что-то. Или кто хочет разбираться немного в блокчейнах, потому что там много из чего связано с тем же самым питоном и так далее. Посмотрите, кому это нужно будет интересно. Вот эта ссылка нужна моим программистам с питоном. Если можно будет ее найти, я ее найду. Или вам дам больше. Да, мне нужно для ребят, они не хорошо знают ИИ, а нам сейчас надо их немножко натаскать в блокчейне. Было бы хорошо. Так, что еще за вопросы? Про психологию, да, это отдельная история сделаем. Я думаю, что МС много чего расскажет по этому поводу. Вопрос МС Гоша. Вы говорили, что у вас стратегия инвестирования похожа на ДС, но как-то у вас выходит независимо, когда зашел средний ниже, чем у всех в рынке. Так, еще раз. У вас стратегия инвестирования похожа на ДС, но как-то у вас выходит независимо, когда зашел средний ниже, чем у всех в рынке. Подскажите. Я недавно в чат кидал простейшую стратегию, которую использую до сих пор для накопления, если мы говорим об инвестициях. Абсолютно простая. Я стараюсь, чтобы рынок упал на 30% от тех хаев, которые я видел. Отсюда начинаю покупать на 30% депо. Рынок упал еще на 40, по-моему, процентов. Я покупаю еще на 40% оставшегося депо. И вот так 4 итерации. Пока весь депозит либо зайдет, либо останется. Два варианта. Если депозит останется и будет понимание, что рынок развернулся, я докупаю пирамидингом. На остаток депозита. Еще тоже прошу прощения, что перебил. Кто-то меня спрашивал в стримах, писал, можно ли подсоединить не Яндекс.Диск, а, например, Google Диск, который драйв. Я могу подсоединить, уже подсоединил, сделал. В Obsidian, в следующую версию, которую я на следующей неделе выложу, там все это будет. Да, такой вопрос был, это я помню. Так, вот, собственно, вся стратегия, по сути, инвестирования, она выглядит таким образом. Ну, вот я даже сейчас, я в чате показывал, откупался на 7,6, в свое время, в 23, откупался на 22, потом, кстати, раньше времени зафиксировался, раньше времени действительно не удержал. Это, кстати, про психологию. В какой-то момент не очень хорошего настроения закрылся раньше, купив по 23.
Значит, не стал сожалеть, что не купил по 16, хотя предполагал, что даже будет 12. Максимум, что я давал тогда на снижение рынка, 12. Есть на стримах, есть на криптогонах. Там модель CVDD показывала вариант ухода туда. Это был один из вариантов развития. Либо 15, либо 12. 12 не дало, 15 с копейками дало. Откупился 23, закрылся раньше. А потом пришлось откупаться в зоне 40 уже. И 40, и 95 фиксировался. Сейчас думал, что начну добор. Начал даже потихонечку прям покупать. Первая покупка была на 7,6 с копейками. Сейчас 82 закрылся. Мне показалось, дадут еще раз. Хочу протестировать этот вариант с возможным фрактальным конструкциям хаоса рыночного. Посмотрим. Это такой маленький экспериментик. А всегда надо покупать, если ты доверяешь активу, с которым ты работаешь. Почему я и не использую альту? Потому что не доверяю абсолютно. У меня нет такого понятия, как вера. Вера только в Бога может быть. Остальное вопрос доверия. Я не доверяю абсолютно этому рынку, поэтому не способен на нем что-либо покупать на долгосрок. Биткоин в этой части для меня больше вызывает доверие намного. Поэтому часть инвестиций, небольшая от общего моего инвестиционного портфеля, уходит сюда. И стараюсь сделать это вот по такой простой стратегии. Да, ребят, кстати, вот тут написали про лайки. Пожалуйста, если вы еще не сделали этого, не поленитесь. Нажмите на лайк. Если вы не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Вот, можете поставить колокольчик. Стараюсь еженедельно делать какие-то стримы, если получается. Обзоры в последнее время раньше делал часто. Сейчас их делать не получается из-за загруженности по различным проектам. Вот, может быть, когда-нибудь получится делать стримы самостоятельно, но у меня даже на них тоже времени, честно говоря, нет. Хотя бы там на полчаса выбегать по рынку не получается делать, поэтому жду, когда кто-то из друзей, товарищей, вот как МС, освободится, чтобы возможность была. Или я освобожусь чаще, тоже так получается, чтобы сделать какой-то стрим. Предельная цена, куда может упасть фил. Фил может упасть до нуля. Эфир может упасть до нуля. Все может упасть до нуля. Абсолютно все. Может вырасти до 1 миллиона завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, вообще никак мы не можем это предугадать. Мы можем только надеяться на то, вот это и есть психология рыночная, что крупный участник действует по отношению к нам, к мелким участникам, как хищник. Значит, мы должны поступать как жертва, которая пытается спрятаться от хищника. Что мы прячем от хищника, от акулы, которая нас преследует? Мы прячем свои деньги. Прятать мы их где можем? За стопами. Вот как только мы делаем правильный стоп, нам не страшна ни акула, никто в этом рынке. Но если мы открываем доступ к этой акуле, чтобы она к нам спокойно за нашими деньгами пришла, она может схватить наши деньги и уронить цену туда, куда ей надо. Но если там этих денег не будет, акула туда не пойдет. Поэтому куда может упасть цена, это уже не важно. Важно, насколько вы правильно защитились от этого падения. Вот в этом заключается вся психология трейдинга. Ну, я расскажу все методы, каким образом работают крупные игроки, каким образом работают мелкие игроки, почему отрабатывают паттерны и сетапа. Что такое паттерн? Это систематическое повторение или статистическое повторение. Если систематическое повторение, это вот монета, вот, которая ходит амплитуды вверх-вниз, вверх-вниз, в боковом диапазоне. Такая монета понятна, вот она как лайткоин. Она понятна, по ней можно хорошо торговать. Но опять же, по ней нельзя торговать, скажем так, маленькими деньгами, потому что если цена с большой высоты пойдет вниз, а ее будут ронять, то вы потеряете все деньги. Точно так же, как и вверх. Если пойдет, а вы встали вниз и шортите на дне, то, конечно, у вас это разнесут все ваши деньги. Надо правильно просто подходить ко всем стратегиям торговли. Я давал индикаторы, давал уже информацию по Фибоначчи. Следующее, что я буду давать, это психология рынка, и только потом
четвертые, там, пятые уроки, это уже будет о том, какой стратегии, как торговать, зная психологию, зная, как защищаться, каким образом находить паттерны и сетапы, какие сетапы и паттерны бывают для того, чтобы начать, вот просто начать торговать и не попадать. Я такой дам данные, дам, чтобы вы заходили и не боялись в рынке, чтобы вы знали, я вот здесь зашел, здесь я выйду, и все, это четко. Но опять же, без дневника трейдера даже близко не подходите к торговле. Дневник трейдера — это ваш щит, ваша защита от крупного хищника, который пришел за вашими деньгами. И от А, глупости, пох- когда человек говорит: "Я инвестор". А я спрашиваю: "А ты записал, почему ты конкретно эту монету купил?" "Нет". "А по какой цене ты будешь продавать?" "Ну, как отскочит". Я говорю: "Ну, хорошо, она отскочила. По какой цене продашь?" "Ну, не знаю, 100 иксов". Вот это отличная психология рынка. Ему смотришь, а у него глаза рыбьи. Он не понимает, что Да где и нет, как это будет фиксировать продавать. надо обязательно. Я вот сегодня табличку показывал, когда на фонде торговал, все это фиксируется. Ну как, это так не делается. Сейчас я уже не веду дневник трейдера, он у меня немножко по-другому фиксируется. То есть руками не пишу Нет, его. есть, имеется, нет, мы путаем две вещи. Есть, когда вы технически ведете, есть дневник трейдера технический, когда среднее, при усреднении, при какой-то цене Да-да-да, заходите, это какая обязательно, технология. конечно. Это совершенно другое. Я имею в виду э, защита человека от того, что он может завтра забыть, зачем эту монету купил. Ну, надо, Где он чтобы это у ее тебя был купил, инструмент. куда, Вот у меня был Excel, это было помимо 5 лет назад. Не было тогда еще такой программы, как вот вы показывали, как она называется. Вот обсидиан, Obsidian. да, 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 она это совсем работает другая великолепно в технология. этом Мы плане. сейчас, да, я делал это на Excel. Вот увидите эту табличку. Она была сделана, сейчас скажу, какой-то 19-й, 18-й год. 18-й год таблице 7 лет. 7 лет Да назад она не в было "Гугле" никакого. есть, даже я даже "Гугл" выставлял, она на "Яху" есть. Можно Да, найти да. специальный дневник трейдера в электронном виде. Но, дело в том, что если вы будете пользоваться чужими инструментами, такими таблицами, вы просто не будете знать, куда вносить. Для этого сначала нужно либо бумажный носитель, либо, ну, вот типа дневника трейдера, где вы записываете свои мысли. Почему купили, как купили, на какой цене купили, где вы будете продавать, почему будете продавать. Какие-то туда вносить изменения по цене. Ну вот начали скамить монету. Как вы будете делать ее, продавать, если вы находитесь ниже цены закупки? Вот вопрос для всех. Как вы будете поступать? Если вы купили монету, а цена на сегодняшний день ниже вашей цены входа. Ну вот, а монета скамится, как вы будете поступать? И все сразу: "А что делать?" А вот если у вас есть дневник трейдера, там написано, что вы будете делать. Ну, а заранее просто написали. Кстати, вот Конечно, Фил, я делал разбор на TradingView и показывал все, 2.28 умер. как максимально рисковую историю. Ну, еще не умер, скорее жив, чем мертв, но он пришел в самую пиковую точку, исходя из Ну, того, что я могу смотрите, нарисовать. Coinbase, там не полная история. Может быть, не полная история. Что еще ниже был? Что? Он был еще ниже этих отметок, как сейчас. Я Coinbase все мне время показывает смотрю на Market Cap. Там полная история всех монет. market cap. Дайте я посмотрю на всякий случай. А, Вот, CryptoCap, а, третья. Вот этот CryptoCap. Так, ну, дайте я смотрю. Какая у него нижняя? Да нет, у него было, получается, ниже. О, слушай, какой хороший совет, МС. Вот хорошо, что вы в альтах. Понятно, это совсем другая история, конечно. А я его не... Здесь, да, здесь он у меня уже был вообще в печальной ситуации, а здесь не совсем Именно печальный. поэтому люди принимают неверные CryptoCap. решения, потому что не видят всю историю. Я Но обычно, знаешь, как если делаю? Я все филы вот я беру все мои, видимо, очень давно я фил поставил. Я обычно вот так плюсиком все, что нахожу, делаю, потом смотрю дату открытия. Ну, то есть, когда был листинг. И беру самую раннюю дату. Почему-то по филу я прозевал. Я всегда так делаю. Сейчас мы его поменяем. Это можно ошибочно интерпретировать всю логику. Но все равно 2.28 это было такое место нехорошее. Фил. Ладно, я его... опять же меня спрашивают: "Смотрите, как монета сильно укаталась, что с ней будет?" Давайте тогда по-другому посмотрим. А какую монету сейчас не ушатало? Какая монета сейчас не упала? Упали все. Посмотрите, что происходит с рынком. Это опять же, это неправильная интерпретация этого, как он называется, доминации биткоина. Неправильно.
Именно поэтому сейчас люди не понимают, что происходит. Они: доминация растет. Да и будет и она расти, потому что все деньги, все биткоины с рынка забирает крупный инвестор. В таком случае надо регулироваться не доминацией, надо смотреть именно капитализацию каждой отдельной монеты и что она вытворяет. Если вы хотите набрать больше биткоина, конечно, вы будете торговать тогда монету к биткоину, она отскочит тогда сильнее намного. Но в таком случае вы получите битка чуть больше. Но если вы хотите получить, внесли $100 и хотите получить 200, торговать надо к доллару в таком случае. Тогда смотреть, это надо все к доллару. Ну, есть монеты, которые Ну, получше выглядят, да, например, там Solana или тот же Tron. Ну, Tron. Solana хорошо, с 280 до 100 упала. Ну, упало, конечно. Нет, в общем, в глобальном имеется в виду. Они говорят Посмотрите, глобальная история. насколько упал Фил, вот насколько Фил упал меньше, Фил. да, Вот упал, получается, нет, по... с ноября месяца. Вот Ну вот, его посмотрите. падение с декабря, Ну, да. ну, замерьте, сколько это падение в процентном Сейчас, соотношении. сейчас скажу. 73%. Это что? Это бычий рынок? 73%. А давай А я... что, если мы Подожди. находимся сейчас в медвежьем рынке по Альте? А мы в нем, скорее всего, и находимся по Альте. Вот. А если мы находимся в 67. медвежьем рынке по Альте, это не значит, что мы должны завтра отскочить, и отскок с буквы «Ц», отскок не произойдет прям завтра. Для этого нужно 62. условие, когда Альта будет получать деньги. А для этого нужно уронить доллар. Ой, это уронить биткоин. Поэтому падению биткоина надо радоваться, что он падает. В таком случае вы сможете вернуть свои деньги, которые вложили в альту, забрать их, перекреститься и ждать, когда что-нибудь Мгм. новое начнется. Но рынок преподнесет еще подарок. Блин, когда ты сидишь в Тезере, это самая большая радость, что ты Да, можешь в зайти в долларах, да. что Сидишь ты ты в можешь долларах, и зайти в все у тебя доллары. что ты можешь зайти в биткоин, это самое, нет, даже не в долларах, ты же сидишь в Тезере, а не в долларах. То есть я сейчас по факту сижу в Альте, в которой сидеть не хочу. Но зайти, зашел вроде бы, захотел зайти, потом думаю, нет. Думаю, дадут ниже. Посмотрел, покумекал. И вот утром закрылся на 82, смотри на цену. Прям вот еще в рынке, кстати, чем больше читаю, слушаю, еще раз повторю, очень интересная книга, послушайте Швагера. Там очень редко можно встретить вот историю, связанную с какими-то фундаментальными вещами. Это другие книги, вот, о которых говорит МС. Их можно почитать множество там разных. А здесь именно вот о том факте, как люди что делали и почему. Там не рассказывается об общих прям глубоких подходах в изучении рынка, там рассказывается об их, скорее, психологии и философии и механике, которую они используют, без погружения. И там очень многое зависит, я так понял, еще от каких-то интуитивных вещей, то есть на тех ошибках, с которыми они сталкивались, вот их интуиция вырабатывала какие-то защитные механизмы, которые справлялись с этими ошибками. И возвращаясь каждый раз в рынок. То есть оставаясь в рынке с потерями, вот у меня точно такой же опыт, стараясь остаться в рынке и исходя из своих... Почему я перестал торговать альтой? Да потому что 2 депозита слиты на альте. Вот простая логика. С этого момента больше не было слитых депозитов, только профит. Ну, вот в глобальном масштабе, начиная с 2021 года. То есть я в рынок зашел там в 2018, начал его изучать, да, где-то в 2018, по-моему, если не ошибаюсь, после вот 2017 года, после этих хаев, по-моему, в 2018, да, я стал к нему приобщаться, если не ошибаюсь. И в 2021 закончил историю с альтов. Из 2021 по 2025 сегодня не было ни одного просаженного депозита, только профит. Но я для себя нашел какую-то механику. Там МС для себя, вы должны найти для себя. И интуитивные вещи на рынке работают. Не знаю как, но работают. И еще тоже рынку всему скажу, и кто слушает, обратите внимание на Зилика. Зил, ты Э, тоже его показывал, по-моему, много раз. Сейчас, Это подожди, не да. важно, да, я миллион раз его показывал. Внимательно Зил, зил, посмотрите на зил, 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 там зил. начались небольшие проблемы с руководством. Так, Это не найти значит, что его. надо продавать. Просто найдите новости, что у них там директор сменился, а один из руководителей разработчиков стал теперь директором. Что-то происходит в руководстве ЗИЛа. У меня бинансовский зил стоит. Угу. Ну да, почитайте, значит, если там что-то происходит. Все графики Так, похожи, их смотреть нет на смысла. альте, да, они более-менее похожи. Там у Трона другой чуть график. Ну, понятно, Трон там на нем тезер гуляет туда-сюда. Так, про OTC уже сказали. Да, вы же Да пора говорили? заканчивать уже время, да, я Больше нет? уже Там все. были какие-то еще Да, мне вопросы? бежать уже пора, 2 часа мы стримим.
Периодическая ребалансировка, ребалансировки по отклонению целевого соотношения, тактическая ребалансировка, ребаланс за счет Что денежных потоков, человек написал, что такое кэшфлоу, ребалансировки? Какие стратегии ребалансировки, ребалансировки? волатильность, пассивная ребалансировка. Ой, да их, да, ну, блин. Так, я тогда со всеми прощаюсь. Спасибо МС, всем спасибо вам большое. Да, большое. Да, да это спасибо вы вам большое. Вы огромное. приглашаете-то. Я чего? Спасибо Моя большое, ребят. задача Всем смеяться. спасибо. Подписывайтесь на МС, если вы не подписаны. Ссылки все есть в описании. Я сейчас отвечу на эти, МС сейчас уйдет, постараюсь ответить на те вопросы, которые остались. Вот, МС, вам большое спасибо. Надеюсь, в ближайшее время сделаем еще стрим, может быть, по психологии, если у вас будет на это время. Главное, чтобы оно было. Вот так. Да. Все, всего вам, До свидания. всего вам, да, всего вам доброго. Сейчас я зум отключу, ребят, секундочку. Так, давайте отвечу на вопросы, которые были здесь быстренько, если я буду знать, о чем говорить. Про ребалансировку понятно. Альты вверх резко в течение 1-3 месяцев, верно. Я пока, у меня другое мнение по альтам. Альты действительно находятся больше похожи на медвежий рынок, чем на бычий. У них должен быть еще какой-то отстрел. И я думаю, что если последний закол будет происходить, неважно. По сути, если посмотреть начало стрима, одинаково нарисована с МСом история была с точки зрения и временного периода, и логики. Единственное, что МС считает, исходя из своих методов оценки рынка, что не будет перехая. Я считаю, что он, скорее всего, будет. 109 не окончательная история, с большей степенью вероятностью. Вот. Это не значит, что этот фрактал, который я смотрю, именно он будет отрабатывать. Просто мне кажется, что он будет, прежде чем мы уйдем в глубокую медвежку. Мне бы хотелось, чтобы было пораньше, если честно. Тезер напечатал миллиард в сети, по-моему, 2 миллиарда, если я не ошибаюсь. Последнее было у него напечатано. Побольше. Так, видны большие переводы стейблкоинов на бирже, как вы считаете, откупают альткоины. Нет, откупали биткоин большей частью, не альткоины. Хотя информация по альтам гуляет. Недавно публиковал о том, что уже хотят на Суи сделать ETF, запросили его. На Суи ETF запросили. Произойдет, не произойдет, вопрос. Но Суи как... Ну, то есть есть потенциал со стороны крупных игроков обращать внимание на интересные высокотехнологичные проекты, на интересные блокчейны с точки зрения того, что они могут быть потенциально интересны для спекуляций крупными игроками на фондовом рынке. За счет этого они пытаются запрашивать ETF. Так, а там вопрос к МСу был, но он уже ушел. Как вы смотрите на рынок акций РФ, если S&P понятно, что полетит вниз, Мосбиржа? Не факт, что S&P польется, Мосбиржа полетит. Был момент, когда Мосбиржа росла, S&P нет. Сейчас отношения с западным миром настолько раскоррелированы с точки зрения финансовых потоков, что не факт, что это произойдет. Но у нас надо понимать, что наш рынок был очень сильно интересен западным инвесторам, и очень много было игроков иностранных, европейцев, в том числе в нашем рынке. Сейчас их нет по определенным причинам. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы эта ситуация исправилась, и они зашли на российский рынок, тогда он будет немножечко поживее. На российском рынке можно торговать, я знаю людей, которые там очень хорошо торгуют. По крайней мере, с точки зрения гражданина России, любого игрока, кто торгует на российском рынке, будучи гражданином России, это безопасно. Понятно, что это подвержено фискальному вниманию, но это безопасно, по крайней мере, исходя из сохранности вашего капитала. Поэтому крупные капиталы, трейдеры, которые инвестируют в том числе частично, может быть, и в биткоин, они предпочитают покупать российские бумаги, потому что к ним сейчас доступ наиболее безопасный. Даже если вы там получите там гражданство условно другой страны и попытаетесь торговать на иностранном рынке, он все равно менее безопасный. Если вдруг выяснится, что у вас есть российское гражданство, и по каким-то причинам вы там где-то пройдете в каком-то бизнес-проекте и внимание привлечете, то вас могут это все быстренько либо попросить вывести, а это значит зафиксировать ваши позиции не всегда в выгодном свете. Так произошло с позициями на Interactive Brokers. Это один из ключевых брокеров, который обслуживал страны СНГ, и Россию в том числе. Так, дальше. Ну и безналоговый, да, крипторынок. Ну как безналоговый? Майнеры уже с налоговой. Кстати, на сайте налоговой появился возможность получать для майнеров, уже это сделано, поскольку закон прошел, да. Там есть возможность получить курсы криптовалют. То есть там такую градацию можно выбрать времени.
периода, который вам нужен, что вы там что-то намайнили и хотите это показать. И там можете использовать такой вот, нажимаете вы период, нажимаете «Сформировать отчет», и вам выгружается отчет курсов, по которым вы будете оплачивать соответствующий налог. Навиуллина пока не дала российскому рынку разгуляться, и поэтому сегодня, храня биткоин, пока вы не переведете его, вы можете его, фактически не обязаны его показывать, что он у вас есть, и никто не может на это каким-то образом повлиять. А если вы находитесь на территории страны или там песочницы, например, какой-то в отдельно взятой стране, там, по-моему, Пхукет вот сейчас хотят сделать или сделали уже, где вы можете напрямую покупать какие-то ценности за счет биткоина, например, купить квартиру в биткоине и, получив этот биткоин с торговли на криптобирже, используя в качестве стейблкоина тезер, который тоже является, по мнению российского законодателя, суррогатом. Ну, то есть вы вообще ничего не показываете, пошел и купил. Ну, так вот пока работает так. Покупать нужно было не биткоин, а какао. Что по Dash? Да что по Dash? То же самое, что и по всем остальным. Для меня биткоин ключевой актив. Потенциал по Dash роста был, если бы они выполнили ключевую свою задачу. Использовали бы его как платежный инструмент. Пока это очень сложно им было, видимо, реализовать. Вот дайте на графику его посмотрим, что по Dash. Сейчас я быстренько, где он? Найти еще надо. Dash. Он у меня вообще есть? Есть. Давай тут. Не знаю, полный или не полный, должен быть полный. Ну, Лаи не переписала уже хорошо. Пока ничего. Хорошего точно. Это дневка. Что-то какой-то у меня короткий график. А почему объемы не отписались? Странно, да? Почему-то TradingView не отписал объемы на Poloniex у меня даже. Ну, его вот, я говорю, сейчас, когда произойдет отскок по биткоину, может быть задел по всем альтам. И он может тоже отскакивать, как минимум до зоны справедливой цены, это 35. Вот сюда. Перед этим ему надо пройти достаточно серьезный объем медвежьего интереса. Это с зоны 23 до зоны 28. Вот это его ключевое. Если будет интересен, если у него в целом за его проектом что-то стоит, не знаю, не отслеживаю, не изучаю. Посмотрите, как точно сейчас цена торгуется вот на этом лое. 22 года. Вот здесь она остановилась. Вот этот сквиз вниз, вот на нем и стоит. И следующая у него поддержка будет чуть-чуть пониже, где-то в зоне 16, 16-17. Вот его поддержка. Сопротивление, ну, как я уже сказал, 24, 27. Слабый он, что по нему говорить. Потенциал есть, но чисто для локальных каких-то спекуляций, для накопления. Товарищи, вы мое мнение знаете. Даже не хочу говорить, чтобы никого не обидеть. Так, что там? Да что-то очень много вопросов сегодня. Какая марихуана? Видел, по монете Кон сказали. Григорий, вы относитесь к DeFi, стейкаете? Нет, ни в коем случае. Я стейкаю только в Сбербанке или в Сбербанк первый или Сбербанк. Вот там я могу что-то стейкать. И то стараюсь этого не делать. Так, я, может быть, что-то не показываю. Дайте я посмотрю. Вообще должен показывать. Почему не показываю? На экране видна картинка? Я сейчас просто не вижу. Не показываю. Слушайте, а почему я не показываю? Вот. Стоп, еще раз, Dash. Я, наверное, не ту закладочку поставил. Мне сейчас написали, что я не показываю. Сейчас закладка вернется. Вот сейчас, наверное, Dash должен быть виден. Вот у Dash история. Видите, где торгуется? Вот на этом сливе 30 сентября 2022 года. И вот его поддержка. Вот здесь куда-то уплыл экран. Сейчас. Вот она. Вот здесь. На 16-17. Опять говорят нет. Как нет? Что такое?
Так, ребята, а ну-ка напишите мне, сейчас что на экране видно-то? Написано, что не видно. Почему не видно-то? У меня показывает, что видно. Ой, говорят, не видно. Так, секундочку. Свойства. Сейчас должно быть видно. Вот сейчас видно экран? Что-то глюкнуло. Завис экран в OBS. Наверное. А сейчас видно? Restart Capture. Должно быть видно. Так, ладно. Завис. Почему-то завис. Да, о, супер. Сейчас должен быть график Дэша здесь. Вот давайте на нем. Я как раз быстро сейчас скажу, потому что больше я ничего, собственно говоря, не показывал. Сопротивление, вот его ликвидность 23, 27. Держу сейчас вот на этом сквизе. И следующая поддержка у него вот здесь. Вот тут начинается. Зона от 15, наверное, даже до... От 15 до 17. Ну да, от 15 до 17. Вот в той зоне его поддержка. Чтобы выйти в локальный рост, в локальный, не в глобальный, судя по тому, что вот здесь происходит, это еще далеко. Ему надо пройти зону справедливой цены. А здесь она начинается с очень мощной медвежьей ликвидности. От 36 до 46. Поэтому потянуть вот сюда, при условии, что вот эту ликвидность соберет, у него вариант есть, выше большой вопрос. Но в целом на дневном таймфрейме уже достаточно давно перепродан. Все внизу должны завершиться, если биткоин, вот в той логике, в которой я себе представляю, будет на последнем забеге, то, я думаю, дадут возможность при уже остывании этого забега немножко переложиться в альту. Будет ли Dash в этом случае играться или нет, вопрос к его проекту. Но, как я уже сказал, сегодня, например, вот интересен Суи. Ну, вот он интересен. Их блокчейн стал интересен, их технология стала интересна. И вообще развитие их проекта стало интересно для того, чтобы податься на ETF по этому активу. Ну, то есть вот как они будут, по каким критериям они выбирают, такой вопрос достаточно сложный. Так, спасибо. Кто это? Что-то еще кто-то спрашивал, что нового по HBAR. Не знаю, это должен был МС сказать, что там нового по HBAR. Ридван с марихуаной вместе уже давно дружит. Не хочу обсуждать никого на этом канале и вам не советую. Давайте я временно вас исключу на 10 минут. Вы больше не будете на глупости всякие писать. Товарищ Сусанин, не надо обсуждать никого на моем канале, тем более людей, которых я лично не знаю. И вообще в целом судить кого-то не в моей практике, наоборот. Не судить ни в коем случае. Судить у нас имеет право только Господь Бог, больше никто. Так, как вы относитесь к DeFi? Стейкаете, это я ответил. Как вы относитесь к DeFi? Стейкаете? Нет, не стейкаю, только если что-то на получение дивидендов, это только я доверяю только Сберу. На сегодняшний день Сбер или ВТБ. Их программам, их менеджерам, у меня и там есть премиалка, поэтому я работаю с ними, с личным менеджером. ICP очень сильно шилил Юра Крипто Family, было понятно. Не знаю Юру Крипто Family, не смотрю этот канал, знаю, что такой канал есть. ICP на самом деле неплохой был проект и тоже технически был интересен. Самое интересное, что я им торговал. То есть на заре своего общения с крипторынком я торговал альтами, но торговал ими неправильно. Я ими торговал, ну как неправильно, для меня неправильно. Я их удерживал либо на свинге, то есть либо на среднесроке. То есть я мог удерживать альт в течение там, определенного времени. И не понимал, почему не работает стратегии фондового рынка. То есть мне было непонятно, то есть почему оно почему нет баланса, почему не стабилизируется все на месте. То есть поначалу мне было это непонятно. Когда я стал более глубоко разбираться, мне казалось, что каким-то образом эти проекты
могут нести с собой какую-то фундаментальную основу в большинстве своем, но, как оказалось, наоборот. В меньшинстве своем они несут, а в большинстве нет. Ну вот ICP, ну, печально. Я в каком году? 21-й тоже, да? 20-й, 21-й. 20-й, 21-й, еще раньше даже. Представляете, какая цена была? В 21 году я торговал 60, 50, обалдеть. 4. Да. Ну вот что с ним случилось. Не пошел проект. МС, наверное, подробнее может рассказать про этот проект. Я вам не скажу, что с ним случилось. Знаю, что из того, что я выгляжу, из того, что я вижу, как он выглядит, я бы им сейчас не торговал. Тогда он был достаточно техничен для локальных трейдов. Для накопления нет. Он плавно распределяет что-то там. Как вы относитесь к теории отсутствия золотых запасов у США? Сдали его в лизинг банкам и продали. Я считаю, что мир совершил огромную ошибку, что в целом вообще отвязал в свое время, сломали Бреттон-Вуд, и золотой стандарт перестал существовать. Фактически сегодня это просто резаная бумага, ничем не подкрепленная, не имеющая никакую ценность. А о золоте, вообще в целом вообще о золоте, не то что о золотых запасах, а о золоте, мы, наверное, говорили в 22 году. И тогда это были еще криптогоны большие. А в 22-м, да, 22-й где-то, да, когда пандемия была, 21-22 год. И если поднять старые видео, я говорил всегда одно и то же. И сейчас повторяю, для меня фундаментально существовали тогда три ценности, причем одна еще не была ценностью на мировом уровне. Тогда мы только думали, что она может стать ценностью, и думали, что, скорее всего, она, наверное, может стать платежной ценностью. А на самом деле все произошло несколько иначе. Платежной ценностью не стало и не станет. Уже я говорю о биткоине, о главной криптовалюте. А в остальном для меня была земля и золото. То есть это ресурсы, которые трудно добываемы. Ну вот, для инвестиций. С тех пор золото выросло в сколько раз, ну, можно посмотреть. Туда же вырос REIT, и, ну, и туда же вырос биткоин. Вот, все остальное можно посмотреть на график. Локально, да, что-то росло. В долгосрочной перспективе с точки зрения инвестиций нет. Поэтому сейчас, если я инвестирую куда-то свой капитал со своими партнерами, мы либо в строительство это делаем, в каких-то объектов, либо это делаем если на рынке, то в металлы, в металлические компании, там, во всякие на российском рынке тоже был и есть такой опыт. Вот. Ну и биткоин я делал локально. Это в меньшей степени от всего капитала, естественно. Так, МС, посмотрите, пожалуйста, график тезис. Да, конечно. Да, конечно, уважаемый, вы также потеряли, так что все нормально. Не знаю, кому ответ, что потеряли, что новый прайс-бар. Так, это ответил. У Фила я рисовал линию, показал на графике, по-моему, я показывал. Не знаю, не показал, не показал, успел показать. Я не видел полную картину его, оказывается, неправильно была открытая монета, надо его переразобрать. Я, наверное, на TradingView его переразберу. Тогда в самый большой риск я ставил отметку вот ту, которую сейчас. Где Фил-то? Куда он делся? Не вижу. Уже плохо вижу. Ялки-палки. Он выше. Вот здесь я ему ставил самую рисковую историю. То есть я ее ставил, потому что мы видели заколы вот здесь. Раз, два, три, четыре. И потенциал ухода сюда, сбор этой ликвидности был, насколько я помню. Вот. И поэтому это была самая рисковая зона. И он здесь оказался. Но я не видел предшествующих графиков. Я считал, что провал этой зоны, это будет означать все для него. До свидания. Поскольку график, он полный, здесь он у меня закончился там 2018 годом, а он тут совсем по-другому выглядит. Кстати, стоп. А почему он другой? 18-й год, а здесь 22-й ниже, а здесь 22-й не так. Кстати, надо будет у МС спросить, МС, а почему такая история? Почему здесь на Coinbase, ну, одна из основных бирж, да, здесь в 22 году мы сейчас находимся на том же уровне, где сейчас, то есть находились на том же, где сейчас, а здесь в 22 году гораздо ниже. Вот хороший вопрос. Ребята, если знаете, расскажите мне, почему так происходит. Может, это market cap, может, это капитализация, может, это совсем другой график какой-то.
Слушайте, а мы не тот график открыли, МС с вами. Смотрите, ребят, какой прикол я сейчас увидел. Мы открыли капитализацию фил, это его капитализация, а не сама монета. Так что вот этот фил, наверное, он все-таки самый длинный. И тогда да, тогда сейчас, по моему мнению, фил находится в очень важной ключевой зоне. Вот 2,28 и 8. Вот эту зону он должен удержать. Потому что вот этот график, который я открыл, я не посмотрел, это капитализация фил. Здесь совсем, вон, 1,5 миллиарда. Это совсем другая история. И другая оценка. Этот график мне не интересен. В общей тенденции рынка фил выглядит так же, как все остальные, слабовато. И удерживает свой, ну как слабовато, многие пролили свой максимальный лой и выглядят намного хуже. Фил пока удерживается на максимальном лое. Он сейчас вот прям на распутье. Это важно понимать. С технической точки зрения, на мой взгляд. Все, ребят, очень много вопросов. Всем привет, особенно вас, Гоша. Да, спасибо, дизайн. Извините, опоздали. Ничего, посмотрите потом. Главное, пролайкайте. Всем спасибо. Хочу уже домой, честно говоря, устал. Еще какие-то вопросы были. Сэру это тоже к МСу. Цена, куда может фил упасть. Он сейчас находится на предельной цене, а упасть он может куда угодно. Это уже отвечали, по-моему. На Зиле дом построили, не знаю, кто-то... На Зиле дом построили, Зил находится напротив меня, кстати, через набережную, через мой офис. Поэтому Зил я вижу, там построили дома, так и называется, Зиларт. Всем спасибо большое. Обязательно пролайкайте, комментарий напишите после того, как будет трансляция, чтобы ее подхватывало, чтобы аудитория была чуть побольше. Вам хорошей завтра пятницы, хороших трейдов, берегите депозит, берегите здоровье, семью, себя.